доктор, я умру? Скорая помощь здесь не доит, это проблема. Или если больницу закроют, это проблема. Как же так? Вот, а если какому-то ребенку в каком-нибудь центре не хватит какого-то лекарства, его голос тонкий, никто не услышит. Тебе не показалось, что вот война отменяет рак? Ну, у нас проблемы с эмпатией вообще у врачей, не только у онкологов. Потому что медицина – это политика. Вот это очень четко для себя нужно понимать. Катя, я никогда не просил и не собираюсь просить денег у государства. Почему? Боюсь. У них есть задача, чтобы сохранял занятость врачей, чтобы люди знали, что у них есть диспансер, вот большой, потрогать можно, за кирпич подержать. А как лечат этих людей, всем глубоко пофигу. Что мы сейчас делаем в 21 веке? Ребята, камон, какой рак желудка? Что мы творим в 21 веке? Казалось, мы уже давно все это проходили и поняли, что так нельзя. Что повторять нельзя. Мы же люди с ограниченными возможностями. Онкология – лучший способ выучить это на всю жизнь. Ну, смотрите, я, значит, грубо говоря, вот мы удалили желудок, соответственно, Да. эту операцию он пережил, соответственно, у него остались лимфоузлы, я так понимаю, что там либо, ну, мы не знаем, как на момент операции, какое было состояние, но я думаю, что за 4 месяца, да, оно выросло, и там То есть, по большому счету, они выписали вас без дальнейшего лечения, чтобы быть под контролем паллиативщиков, да, и ничего дальше с этой опухолью не делать. Он выходит на улицу и гуляет, верно? чуть-чуть совсем сейчас. На самом деле, конечно, вот так на расстоянии нельзя понять, можно, не можно химию, самое главное, хочет он, не хочет, чего у него в голове, да, на эту тему. То есть это надо с ним обсуждать лично. Собственно, надо его привести тогда на консультацию, и мы там посмотрим на него, да, он послушает нас, мы послушаем его и вместе решим, нужно ли делать химию или нет. Миша, Да. хватит работать, пошли сниматься. Все, бежим. Так, сейчас. Стоит у меня на душе. Сядь у меня на душе. Так, бежим. Толь, привет. А чё? Мне клюют печень. Печень. Дедушку выписали. Сказали ему, что у него все будет хорошо. У него метастатический рак желудка. Пишите, ПЖЖ, дедушку. Вопрос, перенесет ли химию. Перенесет ли химию. Точка. Все. Все, пойдем. Пока мы с тобой идем, ты должен выбрать цвет. Да, знаю, какой цвет. Какой цвет? Черничный. Черничный. Есть вот такой? Нету. Будет. А будет? Конечно. Скажи, Гордеевой, скажи. Ты один из самых востребованных сегодня в России онкологов. Можешь ли ты подтвердить или опровергнуть общественное мнение о том, что у нас эпидемия рака? Я думаю, я его опровергну, потому что мне не нравится это слово «эпидемия», да, потому что в материале... То есть слово «рак» тебя устраивает? Слово «рак» я люблю. Мне нравится то, чем я занимаюсь, но вот мы теперь зато знаем, что такое настоящая эпидемия. Мы столько всего выучили за последние 3 года, что никогда не предполагали, что мы узнаем. Ну, вот в частности, эпидемия. И то, что происходит с раком, совершенно не похоже на то, что происходило вот сейчас с настоящей инфекционной эпидемией ковида. Да, и рака много, всегда было много. Чем дольше люди будут жить, тем его будет больше, потому что, естественно, эта болезнь чаще встречается. Она чаще встречается, потому что ею чаще заболевают? Или она чаще встречается, потому что этот диагноз чаще ставят, чаще понимают, что вот это именно рак? Все вместе. И чаще ставят то, что появились более совершенные методы обследования, и люди выздоравливают от одного рака и заболевают другим, чего раньше было редко и странно. Люди вообще дольше живут, и поэтому у них больше шансов, что они заболеют раком на протяжении своей жизни, чем раньше, когда они жили меньше. Ты боишься заболеть раком? Нет. Почему? Потому что я как смирился с этим. Нет, не то, что я понимаю, что я заболею, но это будет очень неудивительно, если я заболею. У меня в семье раком болело очень много людей, и там несколько человек умерло от рака. Ну, для меня это не будет каким-то удивлением или вот что-то, на что я не рассчитываю. Когда ты представляешь в перспективе свою болезнь раком, там больше страх того, что это будет мучительно, или то, что это невозможно будет вылечить? Слушай, я точно знаю, что какую-то из моих болезней не удастся вылечить.
Да, вот я ничего больше не знаю настолько точно, как это. Ну и про любого другого человека. Но я не то, что сижу и боюсь рака или что я заболею раком, чего именно конкретно я боюсь. Ну, если заболею, то и посмотрим. Мы с тобой еще раз встретились, чтобы обсудить, так сказать, то, что уже случилось с момента, когда мы не виделись. Случилась мобилизация, насколько для тебя это было неожиданно и насколько это меняет твои планы относительно жизни в России? Слушай, ну для меня это было абсолютно ожидаемо, причем еще я посмотрел какие-то свои переписки с друзьями. Мы об этом с ними начали говорить в апреле, что это практически неизбежно. Поэтому для меня это было даже странно поздно. Мне казалось, это будет сделано раньше. Поэтому неожиданностью это не стало. По поводу планов, я думаю, что нет. Мои планы это не поменяло, это скорее их, возможно, ускорило. Не жалко тебе бросать все то, что ты здесь сделал? Конечно, жалко. Конечно. Это вряд ли можно будет повторить. Но, с другой стороны, я не думаю, что это будет продолжаться долго. И мне кажется, ребята ускорили не только планы огромного количества людей по тому, как избежать участия в этом всем, но еще и, конечно же, свой неизбежный и скорый конец. Ты в это веришь? Да. А какие основания, исходя из чего? Ну, прежде всего, как это не смешно будет показаться, да, они просто неправы. Правды за ними точно нет. И такая страна, как Россия, огромная, очень разная, она наконец начинает это понимать. Они не смогут сделать из нас Северную Корею. Я абсолютно в этом уверен. Точно так же, как я был уверен, что будет мобилизация. Насколько я понимаю, в Москве в основном мобилизуют врачей. Знаешь ли ты кого-то из своих знакомых, кто получил повестку, и как люди решают для себя эту ситуацию? Из моих самых ближайших знакомых таких людей пока нет, но знакомые знакомых, которых я, в общем-то, даже знаю, есть. Я вижу реакцию, скажем, такую: мне пришлют, и я пойду, а что делать, а какие у меня варианты, а кому я там нужен. Ну, в общем, такая реакция: все бесполезно, и искать какие-то пути для того, чтобы это избежать, бесполезно. Есть люди, которые, ну, не то чтобы, скажем так, в тайне этого ждут, но которые поддерживают все это, и которые говорят: мне пришли, я пойду. Не я пойду, а я пойду. Угу. Да, есть люди, которые, конечно, в панике, есть люди, у которых есть план точно не идти. То есть самый разный спектр людей. Ну, насколько это все оголит систему здравоохранения, по крайней мере, в Москве, ну, та, которую ты знаешь? Ну, сложно оголить то, что давно голое. Да, будет хуже, конечно. То есть вот эта вот степень развала, она, конечно, бесконечна. То есть нельзя сказать, ну, уже хуже некуда. Конечно, есть куда. Я не думаю, что это как-то кардинально ее оголит. Ну, не то количество врачей будет там, уедет. Уедет и будет призван, но это уже много. Нет, это, безусловно, много, но я не думаю, что это изменит систему. То есть нет такого, что она была хорошая, вдруг она развалится, станет плохая. Да, она будет хуже. И ей есть куда падать. И сильно. Да? Особенно в больших городах. В маленьких городах и в деревнях этого уже давно все развалено, поэтому не думаю, что они там что-то сильно почувствуют уже сверх того, что имеет. То есть у нас медицина очень сильно концентрируется в стране в больших городах и в областных центрах. Вот там, да, люди почувствуют. А за пределами, ну, в общем, она там, как ее не было, в общем, так ее и не вырастет. В начале 1960-х Арлин Гведолин Ли – отличница, выпускница одного из лучших колледжей Канады и первая скрипка школьного оркестра, отчаянно искала работу. Дело в том, что в ее родном Торонто никто не хотел сдавать им с мужем квартиру. Арендодателей смущало, что муж Арлин белый, а она темнокожая, поэтому супруги решили заработать на собственное жилье. Однажды в процессе поисков Арлин Гведолин Ли наткнулась на объявление: «Ищем молодых мужчин для обработки данных. Опыт работы не требуется, необходимо пройти тестовое задание». Когда она пришла по адресу, то увидела помещение, заставленное письменными столами, за которыми сидели, ну, конечно, молодые белые мужчины.
«Мы нанимаем машинисток, но в другом кабинете», — сказали девушки на входе. Гвидолин проигнорировала это замечание и попросила дать ей тест, просто попробовать. После проверки заданий Арлин Гвидолин Ли отвели в отдельный кабинет и устроили настоящий допрос. Кто подговорил ее на эту шутку? У кого она списала? Как подделала результаты теста? Ей задавали дополнительные вопросы, давали решать новые логические и математические задачи. Наниматели просто не могли поверить в то, что темнокожая девушка может так убедительно пройти тест на выявление способностей к программированию. Когда стало ясно, что Арлин не подделала тест, ее тут же порекомендовали для обучения на программного аналитика, самую высокую позицию, на которую мог претендовать кандидат без опыта. Так Арлин Гвидолин Ли стала одной из первых программисток в Канаде. «Мне не было трудно спустя годы», — вспоминала она, «ведь компьютеру было все равно, что я женщина и что я черная». Сейчас IT-профессии стали гораздо доступнее. Самый простой и популярный язык программирования, который можно изучить для начала работы в IT, это Python. А познакомиться с ним можно на бесплатном курсе Python «Разработка для начинающих» от образовательной платформы «Нитология». Курс совсем короткий, 3 часа теории и 15 часов практики. Разумеется, за это время вы не освоите Python в совершенстве, но зато успеете разобраться в том, где и как он используется, познакомитесь с синтаксисом и логикой работы языка, а еще своими руками создадите приложение «Планировщик задач» и Telegram-бота. Если после этого вы захотите продолжать изучать Python или поймете, что вам интереснее другие направления, в Нитологии огромный выбор курсов по IT. От разработки и дизайна до аналитики и управления. А если по каким-то причинам обучение не пойдет, вернуть деньги можно в любой момент. В течение первых 3 занятий полную сумму, а начиная с 4-го стоимость оставшихся занятий. По промокоду «Скажи Гордеевой», как всегда, можно получить скидку 45% на любой платный курс. Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на бесплатный курс Python «Разработка для начинающих». Это клиника твоего имени. Светлой памяти, да. Это вопрос тщеславия, такой нейминг? Нет. Слушай, это, знаешь, из-за Курчатовской эта история про то, что дорожки надо прокладывать тогда, когда их протопчут, да? Вот, мы долго мучились, на самом деле и называлось по-другому, и называется даже периодически. Вот, но потом все кончилось тем, что пациенты так говорят, что отправляйте к Ласкову. Ласкову, значит, пусть будет. В принципе, это вообще не выглядит как клиника. Она, собственно, не должна выглядеть как клиника, потому что чем меньше она выглядит как клиника, тем спокойнее людям здесь быть. Давай определимся, что мы вкладываем в понятие клиника. Это что? Это Ты не в белом халате, да. Я не шуршу бахилами, да. Здесь ничего не белое. Жду нашествия Роспотребнадзора после этого интервью. Вот, смотрите, какая история. Есть же даже в медицине такое понятие, называется гипертония белого халата. Да, то есть это, условно говоря, когда человек приходит в то, что он видит как клинику, естественно, у нас с детства, да, есть эмоция, что это сейчас будет больно, страшно, что-нибудь плохое расскажут и так далее. Поэтому, когда ты попадаешь вот в эту среду, которая вся говорит тебе о каком-то, да, там, о боли, о неприятностях и так далее, тебе просто становится хуже. Еще, скажем так, хуже, чем могло бы быть. Да? Поэтому зачем? Что здесь делают люди? Ты можешь смотреть пациентов, там ты можешь делать человеку химиотерапию там в палатке, да, стационар, который тоже не выглядит как больница, да. Ты можешь провести какие-то простые достаточно процедуры. Большинство проблем со здоровьем людей решается в амбулатории. У нас просто так получилось, что у нас
амбулаторные центры в России, да, превратили в такие либо мини-больницы, какое-то оно вот одинаковое, все совершенно такое казенное, все в кафеле в каком-то. Кстати говоря, если читать те же санпины, да, вот, то там нигде не написано, что все помещение должно быть в кафеле. Кафель должен быть там фартук около раковины. Все. Мебель должна быть моющаяся. Ну, хорошо, что надо, помоем. У нас писание, это тоже в законе, да, предание, это как на практике. Вот у нас и то, и другое, оно направлено на то, чтобы сделать человеку плохо в плане дизайна помещений. Но зачастую половина всего этого делается нами самими творчески. Да, это даже в законе не написано. Мы сами берем и делаем хуже, чем можно было бы по закону. 3 важных стереотипа по поводу того, как лечить рак в России, заключается в том, что это долго, дорого и бесперспективно. Поспорь хотя бы с одним из них. Я могу поспорить, наверное, со всем. Но, во-первых, нету какого-то единого представления о том, как лечить рак. Потому что, значит, есть такой рак, какая-нибудь там, не знаю, базилиома кожи, который можно вылечить за 5 минут. Есть какие-то виды рака, да, которые лечить долго, дорого, и результат будет, и человек от него умрет, от этого рака. То есть рак – это целая там вселенная разных болезней, ситуаций. Да. Конечно, совершенно точно есть раки, которые можно легко вылечить, дешево, быстро, качественно. Вот, есть, которые неизлечимы. То есть не должно быть стереотипов, когда мы говорим про рак вообще. Когда человек приходит к тебе сюда или сюда на прием, вот это вот долго, дорого, перспективно или не перспективно, ты это сразу говоришь? К нам как раз приходит пациент, в отличие от многих других онкологов, на любой фазе своего пути. Он может прийти без всего. Там, хочу поговорить про диспансеризацию. Он может пройти недодиагностированный. Может пройти полностью диагностированный. И да, если он пришел уже полностью, все у него есть, и он хочет поговорить со мной про перспективы, да, конечно, с ним разговаривать про перспективы. То есть вообще сначала, когда человек приходит, первое, самое главное, да, нам из него вытащить запрос. Что он пришел? Чего пришел? Как человек хочет жить и быть здоровым. Не, ну, слушай, ну, я не знаю, никто не говорит, приходит, открывает дверь, я хочу жить. Да, приходит человек, у него есть ситуация какая-то, ну, какие-то, или подозрения на опухоль, или он в процессе диагностики, или он в процессе лечения, или он после лечения. Ну, подожди, ну, о чем у тебя пациент не спрашивал? Да. Вообще-то он тебя спрашивает: доктор, я умру? Нет, конечно, нет, они спрашивают про очень разные вещи. Иногда они спрашивают, про умру я или нет, иногда они даже не хотят это знать. Даже если по-хорошему надо поговорить об этом. Ну, нет такого, что каждый онкологический пациент ко мне приходит, и я умру. У него есть ряд вопросов. Твоя задача прежде всего понять, что он пришел, что он хочет с тобой обсудить. Если ты ему будешь читать лекцию про то, что тебе кажется важным, не ответив на его вопросы, это все мимо. То, что он будет тебя слушать и, значит, думать, так, не забыть это, и вот я еще не записал, вот, и мне надо не забыть. Соответственно, сначала то, что ему интересно, а потом, если он хочет, то, что мне интересно про него, да, что я считаю более важным, там, ну, в смысле, что я считаю не более, а вообще важным для него знать из того, что он не спросил. Как человек должен в норме узнавать о том, что у него рак? Он должен понять, что с ним не норма. Как вообще работает медицина? Это тоже очень важная история для всех людей. Да? У нас как? Доктор, а можно я перед тем, как к вам приду, сдам какие-нибудь анализы? Нет, нельзя, да? Потому что анализы подтверждают гипотезу твою диагностическую, они идут впереди нее. То есть что происходит? Человек живет, да, все у него нормально. Вдруг он почувствует, что не так со здоровьем. Он куда приходит? Не к онкологу. Что должно быть не так со здоровьем, чтобы Все пойти? что угодно, симптом. Ну вот у тебя сегодня все нормально, завтра что-то заболело, или там что-то перекосилось, или еще что-то. Ну что, как? Ну, любой симптом, который тебя наводит на мысль, что что-то не так со здоровьем. Или, не знаю, ресницы выпали. Ну, неважно, да. Какой-то симптом, который ты понимаешь, это что-то не то со здоровьем. А дальше ты приходишь к врачу, не к онкологу. У тебя есть так называемое первичное звено, такое ругательное слово у нас. И это врач-терапевт, который решает 90% всех проблем со здоровьем. Заложила нос, аллергия, чихаешь, что-то болит и болят ребра, все что угодно. Вот он решает 90% проблем. По остальным 10%, ну так условно, да, он отправляет к специалисту, сам не может решить. Вот так вот ты приходишь к этому врачу, и у него возникает гипотеза. Он, значит, работает, да, учится. Его основная задача – это понять по симптомам, что это может быть, какая болезнь, если это болезнь. Он формирует свою гипотезу диагностическую, что это, какой диагноз это может быть. И дальше у него есть 100-500 способов
опровергнуть или подтвердить. Это, например, может быть лист, не знаю, с 5 возможных диагнозов. У тебя заложил нос. Что это может быть? Это может быть просто насморк, да, ну, просто вирус. Да, это может быть аллергия. Это может быть рак. Ну, почему нет? У носу бывает рак? Бывает. Это может быть, не знаю, кто-нибудь запихал туда инородное тело. Всякое в жизни бывает. У него возникает несколько идей, что это может быть. И дальше он, значит, назначает анализы или обследования, которые ему помогают подтвердить или опровергнуть гипотезу. И, например, он сделал тебе КТ и там нашел в этом носу рак, опухоль. Да? Что это была за опухоль? У нас как-то раз, там, когда мы вот такую историю ровно, как я сейчас рассказываю, проходили, да, выяснилось, что ребенок себе запихал в нос, никто не заметил, какую-то штуку, она у него там обросла там всем, чем только могла обрасти за несколько лет, и потом это превратилось в нечто похожее на опухоль. Когда сделали биопсию, оказалось, что это какой-то кусок марли. Хотя все были в полной уверенности, что это опухоль. Вот. И дальше он либо сам допроводит эту диагностику, либо, если он, допустим, думает, что это рак, да, он отправляет к врачам, которые способны провести эту диагностику. Нет смысла ему ко мне отправить. Я онколог, но что я с этим буду делать? То есть нужен лор-врач, да, который залезет и возьмет биопсию. И вот если это будет рак, вот тогда только он идет уже к онкологу, который уже видит эту биопсию, видит это КТ и дальше планирует уже лечение или какое-то дообследование. Вот так это происходит. Что дальше должен сделать онколог? Он должен либо дообследовать, если ему не хватает какого-то куска информации, чтобы правильно подобрать лечение, либо должен назначить лечение. Во время назначения лечения какие обсуждаются вопросы? Те, которые интересуют пациента. То, что я вчера обсуждал, например, с человеком с метастатически, с там, раком печени, да, который не будет вылечен, ее интересовало, может ли она ездить на дачу. Как сделать так? Даже не то, что может ли она, а как сделать так, как построить свое лечение таким образом, что ездить на дачу. Вот это да. Ну, нормальный вопрос. То есть не сколько мне осталось? Нет. Не почему я заболела? Нет. То есть там был такой вопрос. Я вообще не хочу лечиться, потому что иначе я не буду ездить на дачу. Вот мне сказали, я сейчас начну химию, я буду, все время мне будет очень плохо, я не смогу ездить на дачу. Да, вопрос был, ездить ли мне на дачу, не лечиться, там, условно говоря, умереть за 2 месяца, либо сделать как-нибудь так, да, чтобы ездить на дачу, лечиться, и дать человеку больше в жизни, сделать ее длиннее. И как ты ее уговорил делать химию? Слушай, я не то чтобы ее уговаривал, я ей просто объяснял, что можно и пожить подольше, и на дачу поесть. И еще и в следующем году на дачу съесть, если все будет нормально. Еще, смотрите, это немножечко такая патерналистическая история, не то, что я уговариваю. Мне нужно понять, как человеку лучше. Мне надо ему объяснить, что можно так, так и вот так, и попробовать вместе с ним прийти к оптимальному для него решению. Кто принимает в конечном итоге решение о лечении? Вместе. Вот сейчас я разговаривал по телефону, до того, как мы сюда вошли, да? У нас был разговор о том, пожилой человек, не очень хорошо себя чувствующий. Меня люди спрашивают, делать ему лечение или не делать ему лечение. Я ему сказал, что надо привести этого человека, мы должны обсудить все и вместе решить, делаем мы или не делаем. То есть еще раз, да, решение о лечении, даже такое серьезное лечение, как от рака, где вопрос жизни и смерти по-настоящему, оно должно приниматься совместно, а если пациент не соображает? В каком смысле не соображает? Твоя задача, одна из основных, сделать так, чтобы он понял, что ему важно. Не чтобы он понял, как работает биология клетки при раке. Тебе нужно, чтобы он понял, как этот рак и как это лечение повлияет на его жизнь. Бывает то, что ты говоришь, когда он не соображает, прям вот он когнитивно, у него деменция, и он не может за себя принять решение совсем. Кстати, мы еще об одной вещи не поговорили. Обычно ты не с одним человеком принимаешь решение, а с группой товарищей. Потому что когда к тебе приводят, допустим, вот то, о чем мы сейчас говорим, джентльмен 87-го года рождения, да, ты с ним начинаешь говорить, во-первых, он не привык к этому. Ему всегда говорили, вот что надо делать, и он не привык вообще зачастую. Это не означает, что у него нет уже каких-то желаний, каких-то стремлений, да, они у него есть. Он просто не привык, что вообще этим интересуется. Ну и потом, когда он понимает, что с ним пытаются вести диалог, он зачастую смотрит на сына или на дочь. Вот. И они начинают лидировать. А ты понимаешь, что это тоже неправильно. Тебе нужно, чтобы это решение, как бы оно с одной стороны было общее вот, с группой товарищей, а с другой стороны, чтобы у человека было слово, чтобы он все-таки высказался. Тебе приходится, наоборот, немножечко там пригашивать многочисленных родственников, которые ему хотят причинить самое лучшее, с их точки зрения решения. Да, и попытаться из него именно
вытащить то, что ему нужно. Чудо-таблетка, помогающая от бессонницы, головной боли, простуды, аллергии и даже утренней тошноты у беременных. Так в 1950-х рекламировали разработанный в Германии препарат талидомид. Лекарство быстро стало популярным, и к концу десятилетия его под разными торговыми марками без рецепта продавали в 46 странах. Но уже в начале 1960-х выяснилось, что, во-первых, препарат вызывает у некоторых пациентов полиневрит, то есть поражение мелких нервов в разных частях тела. А во-вторых, что было гораздо страшнее, у некоторых беременных женщин, принимавших талидомид, рождались дети с недоразвитыми конечностями или пороками внутренних органов. Таких детей по разным подсчетам оказалось по всему миру от 8 до 12 тысяч. И далеко не все из них дожили до взрослого возраста. Так, из волшебной таблетки от всех болезней талидомид резко превратился в лекарство-монстра. Но на этом его история не закончилась. Новые исследования, которые проводили уже в конце 20-го, начале 21 века, показали, что препарат может служить и во благо. Он способен блокировать деление быстро растущих тканей, то есть не только атаковать сам организм, но и бороться с опухолями в нем. Сейчас талидомид, разумеется, строго по назначению врача, применяют при лечении проказы, миеломы и других онкологических заболеваний. Неэффективных, недоисследованных, да и попросту опасных лекарств на рынке полно и сегодня. Но сейчас в нашем распоряжении есть доказательная медицина. Врачи, которые придерживаются ее принципов, никогда не назначат пациенту сомнительные препараты, даже если их активно повсюду рекламируют. Такие врачи работают в сети клиник DocMed и DocDeти. Мы всегда стараемся придерживаться принципа рассказывать вам о том, во что верим и чем действительно пользуемся сами. Но медицина – это серьезнее, чем что бы то ни было. Поэтому да, еще раз, я действительно верю в доказательную медицину. Что же это такое? Доказательная медицина прежде всего отвечает на два вопроса. Нужно ли вас вообще лечить? И если да, то как именно эффективно это сделать? Доказательные врачи всегда опираются на актуальные и качественные исследования, руководствуются собственным опытом и критическим мышлением, а еще учитывают индивидуальные особенности пациента. В DocMed не будут прописывать антибиотики на всякий случай или иммуномодуляторы от обычной простуды. Никакой гомеопатии, БАДов, травок и дорогих обследований без показаний тоже не будет. Зато врач внимательно вас выслушает, задаст необходимые вопросы и постарается добраться до сути вашей проблемы. Прием в DocMed длится 60 минут, а не 10-15 минут, как в обычной районной поликлинике. А еще у врачей нет планов продаж и мотивации на дополнительные анализы и приемы. Ну и, разумеется, никто не будет вас стыдить, ругать или запугивать. Уважительные и равноправные отношения между врачом и пациентом – один из важных принципов современной медицины. И этого принципа в DocMed придерживаются по отношению и к взрослым, и к детям. В клиниках DocDeти делают все, чтобы пациентам не было страшно ходить к врачу. Здесь дарят мороженое и подарки за храбрость. На место прививки клеют забавные пластыри и никогда не пугают уколами. А в клиниках DocDeти на Цветном бульваре и Октябрьском поле детям и даже взрослым, если очень захочется, предлагают не спускаться со 2-го на 1-й этаж по обычной лестнице, а скатываться по горке. Я уже давно знакома с DocMed, а один из врачей клиники даже был героем нашего выпуска. Если же вы никогда не были в DocMed, но есть повод обратиться к врачу, то сейчас самое время. По промокоду Гордеева вы получите скидку в 50% на прием у любого специалиста клиники или на онлайн-прием, если вы уехали или просто предпочитаете онлайн-консультации. Скидка будет действовать до 31 декабря, а записаться на прием можно прямо по ссылке в описании. А почему 2 кресла? Слушай, ну иногда приходит 2 и больше человек. На прием, на один? Ну, в смысле, ну, родственники, друзья. И они вместе заходят на прием? Да. Это нормально? Ну, если их не больше 6, то да. Ну, потому что 6 уже сложно, то есть можно какие-то стулья принести.
И вы принимаете так? Ну, конечно, а как? Это же лучше, чем если они по одному заходят. Потому что, во-первых, они все забывают, им напоминают, потом за ними записывают, а потом им объясняют, потому что это хорошо, когда слушают 2 человека, потому что это просто гораздо эффективнее. Так, что еще есть? Значит, это твой кабинет, да? Ну, нет такого, что он мой. У нас есть такая небольшая типа ординаторская история, которую там в Америке первый раз подсмотрел. То есть есть какое-то помещение, где можно сидеть без пациента. Так, где там? Вот, да, то есть, условно говоря, рабочая, да, где можно сидеть без пациента. То есть я не сижу в кабинете, там, стараюсь не сидеть в кабинете без пациента, да. То есть вот если мне нужно что-то там перерывы между пациентами, я стараюсь один. Сидеть вот в условном там офисе, да, не знаю, в ординаторской. Вот, а кабинет с пациентом должен работать. Уже известно о кардиологах, педиатрах, терапевтах, онкологах, ортопедах, бог знает ком, гастроэнтерологах, которые уже уехали. Какая вообще перспектива жизни за границей у очень квалифицированного врача, который здесь был, в общем, очень востребован? Ну, это вообще не сахар, я скажу. То есть вот эта вот история, да, там, как айтишники переехали, лаптоп взяли или там из облака загрузили, и бизнес как обычно, да, бизнес лежит, это вот для врачей не работает. Каждый уехавший врач очень сильно теряет во всем. То есть он должен перелицензироваться, зачастую он должен начинать все сначала. Скажем так, такое попадалово на много лет, да, для того, чтобы восстановить все, что у тебя было здесь, из таких востребованных хороших врачей, потребуется много лет, и не факт, что получится. То есть те врачи, которые уезжают за границу, они уезжают на пустое место все, абсолютно все. Если так получится, что я перееду с концами, то, скорее всего, я не буду начинать практику за границей по новой. То есть как врача ты себя похоронишь? В большой степени, да. Я, возможно, там останусь на удаленных консультациях, еще что-то, но, конечно, когда ты врач, это все-таки специальность, да, которая должна делаться на месте. Если ты хочешь оставаться в медицине, тебе нужно повторно проходить весь путь. Я не думаю, что я готов это сделать. Кто-то из уехавших врачей сделал это? Все делают, все в процессе. То есть это невозможно сделать за 2 месяца. Людей на это может уйти несколько лет. То есть ты здесь был профессором, не знаю, заведующим отделением и так далее, а там ты опять никто? Ты опять никто. Вообще никто. То есть ты будешь варить мне кофе? Конечно. А что, кто пьет кофе с кофемашиной? Я. Вот, смотри, у меня есть старая советская... Помнишь, такие были? Гжезва их называли дома. Дежезва. Дежезва? Дежезва. Это я в Ереване купил на обложке. Только у нее была ручка, она отвалилась. Мне сахар не нужен. Ну, это не важно. Шучу. Доктор, Как скажи, можно кофе без сахара вот этот вот доктор, варёный? скажите, а это Да. правда, что онкологические клетки питаются сахаром? Нет, это глупости. Хорошо, мне Но сахар за нужен. это глупость еще никого не посадили. А вот, например, этот человек, который сказал, что соду нужно защелачивать рак, его посадили. Это был итальянец, он, правда, как и многие итальянцы, скрывался от правосудия в Аргентине. Вот, но его как-то забрали оттуда. Ну, короче, если сахар реабилитирован, то мне кофе с сахаром. Отлично. Но сахара я немного кладу, поэтому все нормально. Но сахар не влияет на развитие рака. Нет. Тогда, раз уж Да. мы к этой теме пришли быстро, скажи мне, какие, там, не знаю, 5 самых главных онкогенных факторов есть в жизни человека, с которыми человек, по идее, должен расстаться прямо сейчас, чтобы не заболеть раком? Все очень скучно. Давай. Это, во-первых, курение. Но это настолько скучно, что люди, вот когда особенно журналисты, хотят что-то про рак поговорить, они говорят про какие-то магические лучи, там, про микроволновки, про сотовые телефоны. Но никто не говорит про курение, потому что и так все говорят, скучно, это официально все говорится, да. Это касается только курения сигарет? Да нет, это касается курения там всего остального, но там просто более хитрым способом. Самое интересное, что когда про курение говорят, все говорят про рак, да, но на самом деле это же штука, которая приводит к куче сосудистых проблем, и от них умирают не как от рака легко и быстро, да, а долго и медленно. Всякие проблемы, да, с артериями, с инсультом, все что угодно, да. А до сих пор, если говорить про то, что людей убивает,
то сердечно-сосудистые заболевания на первом месте стоят. Все еще не рак. Хорошо, курение. Толстение. То есть лишний вес, отсутствие регулярной физической нагрузки достаточно сильно влияет. Но алкоголь. Все эти вещи взаимосвязаны. Да, то есть мы, когда выпиваем, мы курим. Когда курим, мы выпиваем. Кушаем много. Ну, и вот это вот все друг друга потенцирует и подпитывает. А что еще про рак? Что еще вызывает рак из того, что мы можем делать? Ну, нет, есть какие-то более мелкие причины. Всякие про вредность, их мало. Там, не знаю, кто-то в шахте с асбестом, кто-то еще чего-то. Но вот эти три основные вещи скучные, да, про которые говорят десятилетиями. То есть жирная жареная еда? Не жареная, я сказал, жирный человек, а не жирная еда. Потому что это разные вещи. Подожди, ну человек жиреет не от Духа Святого. Человек жиреет от того, что он ест, там, картошку фри и гамбургер. Ну, можно есть только хлеб, он же не жирный, и потолстеть, да? Угу. Вот, а можно есть жирную еду и не потолстеть. То есть это же вопрос, это же не... Очень часто хотят от медицины каких-то простых ответов на сложные вопросы. Их нет. То есть ты можешь есть, как я все время привожу этот пример, там моя бабушка курит там 40 какого-то года, да, и до сих пор живет, вот 95 лет, да. И, естественно, все знают таких людей, говорят, ну вот же она ж. Когда мы говорим про фактор риска, это именно фактор риска. То есть они не обязательно нам скажут, что мы, если курим, то помрем там 20 лет. Нет, да? Но повышаем риски преждевременно умереть. Вот, сейчас я тебе буду много говорить, у меня все убежит, это будет невкусно. Вот. И поэтому, собственно говоря, ты в какой чашечке, азербайджанская или армянская? Ты сейчас как-то на тонкий лед меня ставишь. А есть какая-то чашечка интернациональная? Ладно, чашечка будет оттуда же, откуда? С того же рынка, откуда и джезу. Понятно. В этот раз. В этот раз. Мы выбрали Армению? Нет, мы выбрали глиняную чашечку. Какая она там? Вот. То есть, да, надо понимать, что все, что мы говорим про то, как можно себе нажить рак, да, это очень условно. То есть можно нажить, а можно не нажить. Где ты в Москве вот такое видишь? Дрозд? Ну, Я вчера шла по Белорусской и видела дрозда. Я даже сфотографировала его детям. так он, наверное, генно-модифицированный. Ну, конечно, да, и с паспортом москвича. Ну, да. Это не настоящий. А тут, смотри, видишь, он спокойный. Ты знаешь, Миш, я не удивлюсь, В естественной среде. если это тот же самый дрозд. Тот же самый? Конечно. Понятно. А вот твой кофе. Спасибо. С пенкой, видишь, как полагается. Вообще. Есть иллюзия, что когда ты живешь там, на каком-то расстоянии от Москвы или в таком маленьком своем мире, то большие проблемы тебя не касаются. Где ты встретил 24 февраля? 24 февраля я встретил здесь, в доме. И так получилось, что по какой-то причине, так бывает иногда, я проснулся ровно вот этот вот момент объявления. То есть я взял телефон, открыл «Медузу» и увидел, что началась война. Прям через 5 минут после того, как это случилось. И? Офигел. Ну, как вежливо говоря. Вот, я не ожидал. Тебе не показалось, что вот война отменяет рак, вот если так коротко сказать? Нет, она точно не отменяет рак. И я даже помню, какой-то один пациент сказал, ну мы же не виноваты, что вот это все произошло. Нам же тоже вот, ну у нас же своя беда, помимо вот этой большой беды, у нас есть своя, самая большая для нас. Но мне показалось, и до сих пор кажется, что, конечно, это все отменило, конечно, не рак и не индивидуальные проблемы людей, а всю дискуссию о том, как это должно быть организовано, как онкологическая помощь должна оказываться людям. Все что угодно, что не связано с индивидуальной проблемой, индивидуальный человек. Вот это имеет значение, это нельзя отменить. А все остальное, оно отменено абсолютно, конечно. Конечно, ты не хочешь быть частью этого всего. И в этом смысле я думаю, что был бы я только врачом, и все. Мне было бы, конечно, проще
и уехать, и все остальное. Когда ты работаешь, допустим, в найме, да, ты можешь сказать: ребят, спасибо, я пошел. Пациенты в этой ситуации, это очень важно, но приносить себя в жертву пациентам, да, это не обязанность твоя. Ты можешь, конечно, это сделать, но ты не обязан этого делать совершенно. Да? И больше того, это достаточно большое тщеславие думать, что вот тебя нет, и у пациентов, значит, все пропало. Врачи – это массовая профессия, их там, не знаю, сколько, 700 тысяч человек, онколог 50 тысяч, что-то типа этого. Думать, что ты уедешь и все рухнет, да ничего не рухнет. Да? То есть пациенты, конечно же, найдут себе, и в том числе другого врача. Может быть, это им будет, конечно, если они к тебе привязаны, да, конечно, для них это стресс, это плохо для них, да, но это не означает, что ты есть, у них есть жизнь, а тебя нет, у них нет жизни. Нет, конечно. То, с чем мы пришли в Новый год, и то, что стало незамеченным, осталось незамеченным после начала военных действий в Украине, это новый порядок оказания онкологической помощи. Что это такое и почему для онкологов это трагедия? Сейчас, на самом деле, конечно, наверное, это прям уже почти не актуальный разговор. Это разговор из какой-то прошлой жизни. Сейчас это как бы, даже как-то говорить об этом неудобно. Но в целом вообще весь прошлый год были дебаты и попытки очень многих участников этого всего откатить это назад и не допустить появления этого порядка, но там все переехало на катком регуляторным, минздравовским, и он вступил в силу, несмотря на то, что его 1000 раз откладывали, переносили, попсоветы, Голикова, благотворительные фонды, профессиональные организации, частные клиники, пациентские. Нет не осталось ни одного равнодушного, скажем так. Почему это плохо? Потому что людей прикрепляют они становятся крепостными крестьянами. Онкологически больные. Да, онкологическими больные, да, их закрепляют жестко за регионами своими, и у них отнимают возможность получать лечение там, где они считают для себя правильным. Какие-то другие врачи это считают для них правильным. Просто нет больше такой возможности. То есть, грубо говоря, если ты заболел раком в Липецке, ты будешь лечиться в Липецке. Ты будешь лечиться в Липецке. Если ты заболел в Москве в Войковском районе, ты будешь лечиться в Москве в Войковском районе и нигде больше. Если ты, допустим, заболел на юго-западной, ты должен тащиться в Боткинскую больницу. А 62-ю не можешь. Хотя территориально это ближе немного. Конечно. И главное ведь даже дело не в этом, в том, что ближе. Да? Дело в том, что сейчас выкрутиться этому бедному человеку стало гораздо сложнее. Его могут даже отправить в федеральный центр, например. Да? Для этого нужно направление именно из региона. И больше неоткуда. То есть его могут дать, могут не дать. Скорее всего, не дадут. То есть это такая, получилась, деревня с крестьянами, да, которые закрепили. И не только это. Закрепили также точно и врачей. Да, потому что, например, городские больницы теперь не могут оперировать рак. Городские больницы не могут оперировать рак? Да, например, у человека случился, острый живот, у него резко заболел живот, да, ему стало плохо, он вызвал скорую помощь. Его отвезли в больницу, в городскую. Значит, там есть хирургия. Эта хирургия больше не может прикасаться к онкологическому больному. И плюс эти хирурги вне закона, да, потому что они сделали, например, КТ или УЗИ, они выяснили, что там опухоль. Допустим, это женщина, у нее рак яичника, да, к примеру. Да, и ей нужно, не знаю, у нее встал живот, и ей нужно вывести стому. Или там удалить что-то, да, опухоль, чтобы она не блокировала. Он по закону не может это делать. И куда везут этого пациента? Он должен погладить его по животу и отправить его, барабанная дробь, в центр амбулаторной помощи, потому что только там диагноз могут поставить. Так. Конечно, это невыполнимо. Но в центре амбулаторной помощи не могут соперировать, если нужно нет. Быстро. Конечно. И куда потом отправляют из центра амбулаторной помощи? С центра амбулаторной помощи там должны поставить диагноз и уже отправить в одну из больниц, да, которые разрешили лечить рак. Что нужно сделать больнице, чтобы ей разрешили лечить рак? Это вообще самое интересное, потому что, в Москве, допустим, мы сейчас в Москве, да, в Москве выделили 6 больниц, которым можно лечить рак. Остальным нельзя, даже если это привезли по скорой, а у тебя рак, не свезло. Но теперь по новому порядку и эти-то больницы, многие из них
в общем-то, тоже этого делать не могут. Например, вот если мне не изменяет память, Боткинская больница, которая одна из главных, да, у них, насколько я помню, нет лучевой терапии, а теперь без лучевой терапии там, ты не соответствуешь этому порядку, да, потому что все должно в одном комплексе находиться. Там лучевая, значит, химия и хирургия, да, у этого всего есть требования к койкам. Вообще это как бы написано немножечко под онкодиспансер, под областной. Вот там вот более-менее, не то не везде. Я был в Комсомольске на Амуре, там нет лучевой терапии. Получается, онкодиспансер Комсомольска на Амуре не соответствует порядку оказания онкологической помощи и как бы не может существовать. Да, Комсомольск на Амуре находится там ночь езды на поезде от Хабаровска. Мы же вообще не говорим сейчас про остальную Хабаровскую область. Пациенты из Комсомольска на Амуре, по идее, имеют право лечиться только в Хабаровске. По идее, да, диспансер на Комсомольска на Амуре не соответствует лицензионным требованиям, и его, по идее, у него надо отобрать лицензию. Понятно, что этого ничего не происходит. Да, они же когда пишут, они делают это для того, чтобы все работали вне закона. А вот дальше я вот хочу у этого отобрать лицензию, вот беру, а не хочу, пусть работает. Ставит ли это вне закона твои клиники? Ведь ты, по идее, оказываешь пациентам помощь в лечении онкологических болезней. В определенной степени. В определенной степени. То есть я по закону не могу делать все, что я бы хотел, мог делать. Чего ты не можешь делать? Ну, там, например, мне для того, чтобы назначить человеку химиотерапию, да, надо провести консилиум, что само по себе противозаконно, потому что в законе, в 326 федеральном, 323 федеральном, вообще про здравоохранение, да, написано, что консилиум лечащим врачом назначается, когда он хочет, когда ему что-то непонятно. Да, а в этом приказе написано, что всем нужно, что это обязанность. Тут право, тут обязанность. Да, то есть у тебя порядок, он противоречит федеральному закону. Да, но для этого кто-то должен подать в суд, оспорить этот нормативный правовой акт, чтобы это поправить. Еще и суд должен принять правосудное решение. Вот. Ну и в итоге, если раньше ты мог собрать этот консилиум, значит, из тех людей, которые не надо собирать, да, но из тех людей, которых ты считал нужным, то теперь ты должен собрать консилиум из людей, которые работают в клинике, где есть 50 кроватей. То есть я теперь в состав консилиума должен включать кровать. Потому что если человек не работает в клинике, где есть 50 кроватей, значит, он не может участвовать в консилиуме. А какая корреляция? Не пытайся понять осмысленность этого, ее нету. Да? Это все для того, чтобы все были вне закона всегда. Подожди, кто интересант этого нового порядка оказания онкологической помощи? Ну, когда принимается такое большое количество довольно бредовых идей, кто-то должен быть в этом заинтересован. Я могу сказать, что от этого выиграют те люди, которые управляют денежными потоками. Все. Вот они сейчас могут направить денежные потоки, то есть людей, у нас, к сожалению, люди с раком, да, которые больны, вот этим порядком превращены просто в денежные потоки. Да? То есть они могут их направить туда, куда они хотят. Сегодня, значит, в этот диспансер, завтра в другой, потом чуть-чуть, может быть, федеральному центру, может быть, там, такой-то больнице, да, и в любую секунду они его могут развернуть. То есть раньше это было сделать нельзя. Раньше человек, неважно, где он достал направление, вот если он его достал, вот все, его могли взять, а теперь не могут. Потому что теперь есть порядок маршрутизации, если ты в него не попадаешь, тебе могут, ОМС, да, может не заплатить деньги за этот случай, фонд. Или страховая. Получается, что если раньше человек мог прийти, например, даже в частную клинику и по ОМС получить некоторую онкологическую помощь. Раньше человек мог выкрутиться, сейчас он практически не может выкрутиться. То есть, если раньше он мог где-то там всеми правдами, неправдами достать направление, куда он хочет, где он считает хорошие врачи ему помогут. И это оплачивалось по ОМС. И это со скрипом могло оплачиваться по ОМС, да. И вот мы там, в частности, были в ОМС пару лет и выиграли там на эту тему... Твоя клиника. 3 суда, да. Вот. И, да, это можно было делать. То сейчас, нет, нельзя это. То есть, получается, больница не заинтересована брать пациентов, которые к ней пришли самоходом? Конечно. Больница заинтересована, да, нигде не влететь. Поэтому что происходит? Вот если ты поедешь в любой регион, в богом забытом областном центре, да, в каком-нибудь есть больница, там диспансер онкологический или центральная больница, ты приходишь, тебя всегда в нее возят, показывают, все там круто. Там робот даже может стоять.
там операции технологические, высокотехнологичные проводятся, да? А ты отъедешь 2 часа в регион, и там реально разваливающиеся ЦРБшки, бывшая 400-коечная больница, там сейчас лежит, не знаю, 60 человек, и то это больше похоже на дом престарелых, а не на больницу. В целом можно 40 оттуда сразу выписывать, они там просто лежат, значит, там совсем ничего не заплатят, да? Вот, и там просто отваливаются стены. Там на швабру закрыты операционные. Там же давно, потому что все, что более-менее дорогие тарифы высасываются в центр, во-первых, в центр, в смысле в Москву, в Питер и в другие крупные города, потом следующие за ними в областные города, а вот эти вот районные больницы, да, вот там все реально отваливается. И помощь получить. Да. Вот сейчас прошло 7 месяцев войны. Можно ли определить, какой урон даже не системе здравоохранения, а вообще способности лечить людей онкологически больных эта война нанесла? Я могу сказать, что до сих пор пока это не очень чувствуется. Да, вот мы здесь, да, прекрасный понедельничный вечер, да, и если пройтись по улицам, вроде бы как можно даже не почувствовать, что-то происходит, да. Работает кафе, есть продукты, есть рестораны, все есть. В медицине тоже пока, похоже, такого острого дефицита чего-либо не чувствуется. Это, безусловно, вопрос времени. Но пока это не чувствуется. Конечно же, эта война нанесет неизбежно большой урон возможности лечить людей. Да, уже сейчас, например, те, кто хотел выехать за границу на лечение, уже не могут это сделать. То есть их возможности уже сужены. Уже начали экономить деньги. Но, с другой стороны, тот тотальный разгром всей этой вообще заплесневелой системы, которая будет со всеми вместе остальным произойдет, как мне кажется, да, он, возможно, предоставит нам возможность построить все по-нормальному, по-человечески. Медицина же это часть всего остального. Тот ужас, в который они привели вот эту всю систему к этому году, еще до войны, да, он не оставлял вообще никаких лазеек для человекоориентированной медицины. И когда все это кончится, может быть, будет шанс это сделать. Но это не точно. Какие 3 главных заблуждения онкопациентов в России существуют? Хороший вопрос. Мне кажется, одно из главных заблуждений, что если я буду проходить диспансеризацию регулярно, то у меня все будет хорошо. Это именно медицинское, да? Я сейчас не говорю про какие-то вещи, там, не есть сахар, там, есть соду, но это море этого всего, да? Я говорю про такие, более медицинские. Это одно из больших заблуждений, что чем больше этажей в клинике, тем круче. То есть обязательно нужен там федеральный центр, чтобы было вот это все выглядело, да, там невероятно помпезно. Как я всегда говорю, да, что сам Герцен вас лечить не будет, к сожалению. Да, Герцен, Блохин, там еще кто-нибудь, да. Вот, это тоже большое, то есть такое заблуждение человеческое. Ну и за граница лечит сама. Да, что вот Германия, государственный символ, что там флаг, герб и гимн, да, может вылечить человека сам по себе. Насколько российское онкологическое лечение качественно ниже, чем заграничное? Настолько же, насколько у нас медицина в целом менее качественная. Да? То есть я не думаю, что онкология... Онкология даже, с моей точки зрения, как-то получше, чем остальная медицина, потому что там денег больше, ресурсов больше, она больше привлекает внимание всех. Потому что я думаю, что онкология у нас все-таки, если брать и остальные отрасли медицины, она как-то даже получше развита. Если мы говорим о странах, как принято говорить, с развитой рыночной экономикой, да, то, конечно, в целом, в общем, хуже, что говорить. То есть у нас хуже, чем у них? Да, но померить, вот насколько хуже, не понимаю как. Да, есть какие-то метрики, всем известные, как продолжительность жизни, средняя там, и так далее, но они всегда сложные, потому что кто знает, что больше влияет на продолжительность жизни. Моногорода и привычки вредные, которые там есть, да, или развитие медицины. Вот, поэтому это сложно. Но, конечно, уровень и знаний, и навыков, и управления, да, он, конечно, ниже. Насколько, сложно мне тебе сказать.
Программы ранней диагностики, которые сейчас очень популярны и в мире, и в России, они рассчитаны на то, чтобы человек максимально рано узнавал не то, что даже, что он болеет, а о своих перспективах заболеть тем или иным раком. Как ты к этому относишься? К этому плохо отношусь. Считается, что это как бы большая помощь онкологам, потому что самый ранний рак проще всего вылечить. Ты сказал одновременно о нескольких разных вещах. Все-таки, наверное, ты имел в виду, может быть, даже не раннюю диагностику, а скрининг. Так. Скрининг – это когда ты пошел выяснить, у тебя нет симптомов, у тебя все хорошо. Ну, ты пошел выяснить, а вдруг у тебя есть какой-то рак, да, который не вызывает симптомов. У креативного класса это называется чекап. Я пошел на чекап. Модное слово чекап, да, у менее креативного диспансеризация. Совершенно верно. Диспансеризацию, по-моему, бесплатно делать. Можно сделать бесплатно, да. И второе, о чем ты говорила, это ты говорила о том, что есть попытки придумать какие-то анализы, которые заранее расскажут тебе о возможности заболеть раком, когда у тебя еще нет ни этого рака, ни симптомов этого рака. Но ты делаешь какой-то анализ, тебе говорят, ага, ты можешь заболеть, не знаю, в 10% случаев, да, поэтому вот последи, пожалуйста, за собой пристально вот за этим конкретным раком. Да, это две разные вещи. Да, давай начнем с первого. Чекап, он же диспансеризация. Да. Насколько это полезная штука? Смотри, у нас, как ни странно, крайне мало людей, которые вообще понимают что-то в диспансеризации, потому что вроде как считается это очень просто, а что такого, пойди сделай УЗИ, МРТ, КТ, ПЭТ, в зависимости от наличия свободных нам денег или сил, да, и каждый из этих методов там точнее, чем другой, есть самый точный какой-то, и все ты найдешь, и вовремя поймаешь раннюю стадию, если она у тебя есть, и вылечишься. Ничего подобного. Причем вот эта идея, она ведь в голове у огромного количества людей, в том числе онкологов и в том числе организаций здравоохранения. Ни один из них не сказал, ребят, от скрининга, диспансеризации, не от чекапа, да, бывает не только польза, но и вред. Раз в 2 недели мне попадается человек, который получил вред от скрининга. Да? Например? Нашли образование на скрининге в молочной железе у женщины, аденома, а вдруг не аденома, давайте сделаем пункцию, а точно ли она показывает, ну, вроде показалось, что все нормально, а вдруг не точно, ну, да, бывает не точно, давайте отрежем. Ну, и в итоге, да, значит, все нормально, грудь изуродовали, ну, да, там, соперировали, не назовем это, изуродовали. Не обижай хирургов, вот. Они люди чувствительные. Да, значит, и вот прямой вред. Да, или, например, нашли мужчине какой-то рак простаты, допустим, да, который никогда бы его до конца жизни не побеспокоил. У меня, кстати, недавно был такой пациент пожилой. Но его решили соперировать, и вот он, значит, у него недержание, он писается. Прямой вред от скрининга. Я сейчас не говорю, что скрининги все вредные, ни в коем случае не пойми меня неправильно. Подожди, то есть ты считаешь, что вот этому прекрасному твоему пациенту, которому диагностировали рак простаты, не нужно было его лечить? Да, есть такие раки, ты представляешь, которые не нужно лечить. Например? Например, низкоагрессивный рак простаты у мужчин. Некоторые лимфомы не надо лечить. Некоторые хронические лейкозы не надо лечить. Это big news для там, российской онкологии, например? Для ее грамотных представителей это вообще не big news. Но для онкологии, я не очень люблю вот эти обобщения, но окей, для российской онкологии это big news. Почему? Потому что у нас медицина, она лучше пересделает, чем недосделает. На самом деле гораздо сложнее врачу сказать, что вас не надо лечить, чем вас надо лечить. Гораздо легче врачу назначить больше анализов, чем меньше анализов. Да, вот это вот стандартная история, когда там наши пациенты после того, как закончили лечение, они там ходят как наработки сцинтиграфии, КТ, ПЭТ. Вот это огромное количество вещей, которые не надо делать, и ни в каких нормальных методических рекомендациях международных не прописано. У нас они ходят как на работу. Он выходит с одного анализа, идет на другое обследование. Потому что врач рассуждает так, если я ему сделаю больше, то и ладно, а вот если я ему сделаю меньше и пропущу, вот тогда он ко мне придет и скажет, вы пропустили, можно было вылечить, спастись и так далее. Это очень такое интуитивно правильный, с одной стороны, как это mental set. Но на самом деле она вредит. Потому что на этих анализах что-то находится. Потому что сейчас такие, скажем так, подробные методы обследования, да, что вот эта вот поговорка старая про нет здоровых людей, есть недообследованные больные, да, она особенно актуальна. Вот, потому что на КТ, конечно, у кого-то что-то найдут. Не знаю, меня 2 года назад заставили там на одной из работ пойти на рентген, потому что так надо было для Роспотреба.
потому что был ковид, и медработников надо было, значит, сканировать. Вот. Но от усердия сделали мне КТ. Мне, значит, то ли там на рентгене был человек, а вот КТ был свободно, то ли еще. Сделали зачем-то мне КТ. Вот. Я уже там был уставший, не сопротивлялся. Там нашли какой-то очаг, там 6 миллиметров в легких. Ну, что это такое? Ну, скорее всего, ничего. Там 99% случаев. Ну, это же может быть рак легкого. Ну, может быть, рак легкого. Я же вот живой, здоровый, перед тобой сижу. Значит, наверное, не он. Я больше никогда не переделал в это КТ. И есть, кстати, скрининг рака легких, да, при помощи низкодозного КТ. И он определенным людям нужен, но не мне. То есть он нужен людям, которые там больше 20 там, лет, пачка лет, как это называется, да, курили. Вот. У которых вероятность действительно найти рак, а не просто случайный какой-то фиброзный очажок, ничего не значащий, выше. А у людей, у которых нет этих рисков, да, она крайне мала, эта вероятность. Вот. А найти какой-то очажок в легких, а потом, если это человек тревожный, да, потом думать, вот, ну и что ты с ним будешь делать? Ну, там, не знаю, 5 миллиметров никто не будет. Что ты с ним будешь? Вырезать кусок легкого из-за 5-миллиметрового очага, а более точных методов сказать, что это такое, нет. Ты Да? часто вспоминаешь про этот очаг? Это только как пример, почему не надо делать лишние скрининги. Больше никогда. Это диспансеризация, он же чекап. А генетический анализ? А генетический анализ – это когда ты пытаешься у себя выявить предрасположенность к чему-то. То есть нет ни симптомов, ни ты ищешь что-то, себя не сканируешь, да, ты не ищешь рак, ты ищешь предрасположенность. А я к этому тоже плохо, ну, скажем, не то. С скринингами не все так просто. Есть скрининги, которые надо делать. Например? Ну, например, скрининг рака шейки матки у женщины или колоректального рака у всех, да. Там действительно доказано после определенного возраста, что это снижает шанс умереть. Например, от рака, не знаю, колоректально, там условно умирает 5 человек на 100 тысяч в год, а после начали делать скрининг, например, да, и у тех, у кого делают его, умирает не 5, а 3. Вот тогда он считается полезным. Итак, это рак шейки матки у женщин скрининг. Колоректальный рак у всех. Да, все остальное дискутабельно. Даже такие привычные всем вещи, как скрининг рака молочной железы и рак простаты, которые все знают, ну вот это 100%. Да, на самом деле это дискутабельный вопрос. Есть сторонники, есть противники. Я, кстати, к сторонникам такого тотального повального скрининга рак молочной железы и простаты не отношусь. Почему? Из-за неочевидного для меня баланса риска-пользы как раз. Особенно в России. Я сейчас не говорю, что это... И ни в коем случае это не универсальный совет всем. Вообще любой разговор о скрининге надо начинать с индивидуальных рисков этого человека. Когда он мне скажет, что у меня там в 3 поколениях у мужчин там был рак простаты, да, и так далее, ну да, конечно, ему нужен скрининг 100%. То есть универсальных советов здесь быть не может. Любой разговор о скрининге, чекапе должен начинаться с истории конкретного человека и обсуждать это с врачом, который занимается этим чекапом. Чекапами, как ни странно, да, это непростая очень история. То есть вообще вся история с скринингами, чекапами, она заключается в том, что ты как врач должен с человеком вместе решить, какие у него риски индивидуальные есть и что ты там хочешь прочекапить. Если у него действительно высокие индивидуальные риски чего-то, что можно выявить на чекапе, тогда да. А если нет, то вреда может быть больше. Хватает ли в России специалистов, которые могут сказать своим пациентам, вам нужен чекап, вам не нужен чекап? И вообще, бывают ли такие разговоры в поликлиниках? Нет, их очень мало. Гораздо меньше, чем тех людей, которые умеют хорошо лечить. И вот тоже, если мы говорим про медицину, очень многие думают людям, что вот все, что касается здоровья людей, это врачи. На самом деле врачи только маленькую часть от этого решают. Врачи нужны, чтобы лечить. Вот пришел больной, у него есть жалобы, симптомы, его надо лечить. А в общем и целом здоровье населения, да, это даже не в самой большей степени про медицину. Это про образ жизни, это про экономику, это про развитие там, населенных пунктов. Может врач сколько угодно говорит, что вам надо заниматься спортом, но если ему негде заниматься спортом, или у него нет времени заниматься спортом, потому что он работает круглосуточно, потому что экономика такова, что ты там можешь себе прокормиться, только работая круглосуточно, то, может сколько угодно говорить. И вот с курением, да. Я думал, что когда в Англии там в пабах отменят курение, то случится как-то Лондон-Майдан, да. Но как-то вот не случилось. Да? То есть это же, помнишь, были такие времена, когда мы в самолетах курили в Советском Союзе. Вот прям можно было курить. Во всем мире курили. И это был нормальный ужас. Я до сих пор помню эти полеты на эти Ту-154, когда все везде курят. Хотелось просто выпасть из него. Ты никогда не курил вообще?
Нет. Мне это не нравилось просто. Мне не нравился все, вот этот запах и вот это все. Есть какая-то связь, кстати, такая научная между тем, что запретили курить, и никто теперь нигде не курит, и тем, что люди стали, допустим, жить дольше и болеть меньше какими-то раками? Да, совершенно точно. То есть в мире, и, кстати, и в России тоже, тут мы наконец-то вместе с правильным трендом, снижается заболеваемость раком легких именно потому, что люди, ну и другими раками, связанными с курением, да, потому что люди стали меньше курить, стало не модно, не прикольно. Почему ты решил жить так далеко от Москвы, где ты работаешь, и где все твои пациенты живут? Ну, потому что мне не нравится жить в Москве. Там очень много народу и очень скучно живет. Вот, там дома высокие, все какие-то дурацкие. Ну, я же прожил, я же там родился, да, я же прожил там, ну, до 16-го года я жил именно там. И я точно знаю, что мне это... За сколько там, к тому времени, 35 лет прошло, да? Мне это не нравится. Так, надо кофе пробовать. Да, Давай. я уже пробовал. Ну, вкусно, вкусно. Семейная традиция, пап научил. Пап научил? Угу. В мамином, папином доме тоже пап готовил кофе, и я готовил кофе. Про себя ты что думаешь? Что в тебе главное? То, что ты муж, отец, врач. Это вот на самом деле, кстати, ты сейчас затронула ключевую проблему российской медицины. Да, она все хочет этого бедного пациента, да, распилить как курицу, да, на несколько разных частей. Что тут это ноги мы там лечим, да, а вот на голову нет, да, но нет, это как и в медицине, да, человек это пациент, это единое целое, так и я тоже, я всего этого понемножку. В известном рассказе о Шерлоке Холмсе известную женщину он вычислил таким образом, что при пожаре она забирала самое ценное. Вот самое ценное в тебе, что ты вот 24 февраля решил спасать, это что? Я купил всем, кроме себя, билет в Стамбул. Они не были реализованы, но они были куплены. Это ответ. То есть в тяжелой ситуации ты здесь останешься все равно? Просто очень много есть у меня тут обязательств, да, которые невозможно, условно говоря, закрыть в одну секунду. То есть, что мы там сделали, например, мы закупились с ребятами там первые 3 дня, да, второе, что мы сделали, как уже более-менее истерически. Закупились чем? Закупились лекарствами экологическими. То есть, где надо хранить деньги, но мы решили лекарства. Да, потому что, на самом деле, сейчас, кстати, этот риск не реализовался, надо отдать должное, так сказать, реальности. Но мы решили, да, что вот сейчас будут санкции, да, что компании могут уйти, что логистика может разорваться, что курс, ну, что он и сделал, да, там резко взлетит. Ну, на тот момент он это сделал. Вот, и мы должны, условно говоря, там большую часть денег, которые наша клиника есть, свободных, да, вложить в лекарства, потому что это какое-то время сгладит переход на более дорогие, ну, когда все подорожает, когда что-то исчезнет, да, и когда у пациента просто что-то закончится. Вот. Ну, и вот эти все быстрые решения, которые надо было принимать непосредственно после, ну, их надо было принимать, их очень сложно это все делать, там, на расстоянии. Что сейчас будет с медициной? Вот в отсутствии этих связей с враждебным нам Западом, в отсутствии каких-то логистических цепочек, санкций, как теперь ты собираешься лечить своих пациентов? Как учит нас Эльвира Сахибзадовна, да, мы лишь только вступаем в период структурной трансформации. Поэтому мне кажется, что мы еще не поняли на самом деле, что будет. Да, непонятно, к чему готовиться. И больше того, я думаю, никто не понимает, потому что прецедентов не было. Да, то есть такого санкционного давления на такую огромную страну никогда не было. Да, и на такую ресурсную страну и так далее. То есть я не думаю, что кто-то тебе скажет, что будет. Я же работаю в частной клинике. Ну, ты хотя я много работал в частных да. клиниках, ты примерно себе представляешь, как это устроено? Да, в этом году как раз будет 10 лет, как я работаю в частной клинике, и 10 лет, как я работаю в государственной клинике. То есть вот 1-1. Ну, при этом, естественно, мы работаем не на Луне, да, и мы постоянно взаимодействуем с государственной медициной, которая составляет 95%
8%, сколько там, ну, больше 95% вообще всей медицины состоялись государственной, да, поэтому я сейчас представляю, как это работает тоже достаточно хорошо. Вот. И люди будут беднеть, они, в общем, и так победнели. Лекарства дорожают, и у людей будет меньше возможности лечить себя, своих родственников, это понятно. Как это повлияет на врачей в государственной медицине и пациентов? Ну, понятно, да, что у них будут проблемы с поддержанием работоспособности их оборудования. Потому что это запчасти для томографов, это удорожание нового оборудования, это сложность с его доставкой, это расходные материалы. Да, которые... Расходные материалы – это катетеры, капельницы, да, катетеры, инфузоматы. бинты. Ну вот, когда еще вот 10 лет назад работал в детской онкологии, да, у нас были бинты, которые отдирались вместе с мясом от ребенка. Там дети просто рыдают, да, им больно, потому что это же пластырь, он попробуй отдери его от себя, да. Вот. А были пластыри, которые покупают благотворительные фонды, хорошие там, да. Ну, это же вроде такие мелочи. Это не высокие технологии, не протонное облучение. Но из этих мелочей на самом деле состоит медицина не из протонов, не из роботов да Винчи. Да, это же все абсолютно шоу. Можно ничего из этого как раз-таки в медицине не иметь, и качество ее упадет вообще ничтожно по сравнению с тем, чтобы использовать хорошие пластыри. Зачем нужна медицина? Да? Она стремится для того, чтобы сделать жизнь дольше и качественнее. Все. Больше ничего. Это очень просто. Соответственно, я могу тебе утверждать, что инвестиции в хорошие пластыри – это гораздо более полезная вещь, чем инвестиции в протонное облучение. За 10 лет, что ты не работаешь в онкоцентре, у тебя есть сведения о том, что в российском производстве появились пластыри, которые не отдираются вместе с кожей? Знаешь, нет, но я тут ожидаю, что, может быть, кто-то знает такие пластыри, это просто я не знаю, да, но как-то я вот не испытываю их больше на своих пациентах. Но это как мне не попадаются. Может, они есть, я не знаю, но мы стараемся нормально использовать. Раз в сколько лет нужно менять оборудование типа КТ, МРТ? Я не специалист в этом, тебе сразу скажу, да, но я думаю, что там больше 10 лет это, наверное, уже работает не очень хорошо. Это, на самом деле, наверное, не ключевая история, но поскольку все потихонечку там ветшает. Вот я был, смотри, так получилось, что мой очень хороший знакомый, да, просил меня посмотреть папу в больнице позавчера. Одна из крупнейших больниц. И, я там, кстати, никогда не был. Там вот эти вот старые диваны из кожзама, перемотанные скотчем, отваливающиеся от потолка, значит, кабель-каналы. И вот эти вот бордюры, которые там же во дворе меняются, вот сейчас. Одновременно с этим, да, там меняются бордюры. Ну, судя по всему, 2 раза в год. Там были нормальные врачи, там было чисто, явно там люди заботятся о том, чтобы там хорошо мыли и так далее, да, там и нет запаха, как в больницах. Почему вот это не сделать вместо бордюра? Это же настолько люди будут больше благодарны за все за это, чем за бордюры. Потому что ты туда, когда ты ходишь мимо бордюров, тебя более-менее хорошо. Когда ты поедешь в больницу, тебе плохо. Когда тебе плохо, ты гораздо острее оцениваешь, что вообще вокруг происходит, чем когда ты ходишь по бордюру. Не знаю. Такие простые вещи, казалось бы. Да. Но я спрашиваю все-таки о сложных. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия, которая сейчас была одним из очень важных элементов лечения рака, она будет доступна в России? Во-первых, многое из того, что ты называешь, импортозаместили. Как хорошо заместили? А вот этого никто не знает. Значит, у нас же всегда уже нельзя, да, вот надо быть либо очень сильно за, либо очень сильно против. Вот у нас, значит, есть люди, которые говорят, да, это все одно и то же, все нормально. А есть люди, которые говорят, да, значит, все это импортозамещение, это все плохие лекарства, некачественные и так далее. Но честный ответ, мы не знаем нормально. Потому что нормальных исследований, качественных, совершенно точно не было у большинства этих препаратов. Потому что, когда проводятся качественные исследования биоаналогов, да, мы говорим про таргетную терапию, мы говорим про биоаналоги. Это такие же крупные мультицентровые исследования, которые проходят, не знаю, там, в 30 странах, в 200 центрах, чтобы нивелировать страновые риски. Что тебе там напишут, как ты хочешь, да, чтобы нивелировать риски
значит, разных типов клиник и так далее, и так далее. Да? Вот Чтобы исключить коррупцию и предвзятость. Чтобы исключить, да, давай назовем это предвзятостью, вот, какой бы она ни была, да, коррупция – это тоже предвзятость. Вот. Вот этого нету. Как можно этому доверять? Сказать, что это точно плохо, ты не можешь. Сказать, что это точно хорошо, ты тоже не можешь. Ты просто не знаешь. Ну, мы точно знаем, что вот эти вот компании наши отечественные, которые появились, да, за это время импортозамещения, они отлично себя чувствуют. То есть про качество мы не знаем, но у них все хорошо. А у них все отлично. И они смогут заместить, мы не знаем какого качества, но все те препараты, которые необходимы для лечения рака в 21 веке. А сейчас мы точно знаем, что они могут импортозаместить, потому что они больше не связаны, значит, никакими патентными правами. Да? То есть, если раньше они не могли просто взять и спереть, то сейчас в условиях избыточного санкционного давления они могут это сделать. И больше, на самом деле, еще до войны вся это была история с принудительными лицензиями. Значит, что такое принудительная лицензия? Это когда-то придумали такой механизм, что это если одно уникальное лекарство, оно случилось, там, не знаю, потоп, стихийное бедствие, вот это вот один патентообладатель не дает, тебе его не поставляет официально, ты можешь сказать, что вот ради выживания людей в стране, да, учитывая, что вот этот производитель мне запрещает, это не поставляет мне за деньги, да, я могу взять эту формулу и сделать свое. Но у нас творчески подошли к этому еще до войны. Прошло несколько судов, когда, значит, все то же самое делали, и вот применили этот механизм принудительной лицензии к патентообладателям, там, к фирме Celgene, например, с лекарством для миеломы. Но тут надо сказать, что мы не одни такие творческие. Да, то есть и Индия есть, и другие страны вот, творческие тоже существуют. Но сейчас этот процесс, конечно, в любой момент будет включен. Я думаю, конечно, импорт заместят. Никаких сомнений. Можно ли в России действительно вылечить рак бесплатно? Мы сейчас говорим про более-менее города. Мы не говорим там про огромные наши регионы, да, где ничего нет. Но если мы говорим про там, центральную Россию, крупные города, да, ты всегда можешь приехать в диспансер, и тебя будут лечить. Ну, если ты здоровый, можешь доехать. Я имею в виду здоровый, да, еще ничего нет, кроме рака. Здоровый, пробивной, можешь доехать и заниматься. У тебя есть ресурсы заниматься собой, да, или там родственником. Вот, то да, ты, пожалуйста, лечить бесплатно. Это будет бесплатно. Всего хватает, катетеров хватает, химиотерапии хватает. В очереди 100 лет стоять на МРТ не нужно. Ну, мы же не говорим, сколько надо стоять в очереди. Мы же говорим, можно ли бесплатно? Я говорю, можно. Вылечить. Вылечить, да. Это тоже важное слово, потому что если ты будешь стоять полгода на МРТ в очереди, то, в принципе, уже можно будет и не лечить. Смотря какой рак. Я повторю вопрос. Можно ли в России качественно, без угрозы для жизни, бесплатно вылечить рак? Да, можно. Зависит от рака. И от человека. Можно. И это будет сопоставимо с тем, как это можно вылечить за границей? Конечно, нет. Слушай, ну, хорошо. У нас есть футбольные команды. Могут они выиграть чемпионат Европы? Да, играют они в футбол, играют. Голы забивают. В 2008-м мы верили, что могут. Ну, не смогли. Оставь нам какую-то гордость. Гордости у вас мало. В общем, можно, но если ты, конечно, сравниваешь, ну, конечно, это сложнее, менее эффективно, комфортно. А в чем проблема? Врачи плохие, больницы плохие или система не работает? В том же, в чем и во всем остальном, да, то есть это на самом деле огосударствление этой специальности, да, врачебной, которая работает только будут нормальной, качественно, которая работает будучи независимой. То есть у нас врачи в государственной системе это во многом чиновники, да, то есть люди, которые не лечат, а распределяют. Вот поликлиника, да, типично, например, там же что там, тебе зачем пришли? Вам направление на анализ или к неврологу, или в больницу, или больничный, или инвалидность. Да, то есть это, ну, такое. Это железнодорожный, так сказать, отдел, да, там стрелки. У нас что хорошо, то есть система из хорошего, да, там она в целом дает доступ людям к то, что они считают медициной, не всегда так. Вот. И в целом это условно бесплатно. Условно бесплатно. Все знают в глубине души, да, пока не столкнутся с этим, что, значит, вот у них бесплатная медицина есть. Ну, скоро же бесплатно приезжает. В поликлинике врач бесплатно сидит.
Вот, когда дело доходит до медицины, конечно, нужно понятно, что если ты хочешь нормально, то бесплатно не бывает. Ну, или совсем бесплатно не бывает. Вот. Но вот это очень важно для людей это понимать. В какую сторону мы с тобой не идем, везде оказывается, что все плохо, и сделать лучше почти невозможно. Скажи просто... Можно сделать хуже. Вот. Почему ты все еще в этой профессии и в этой стране? Слушай, ну, скажем так, вот до последнего времени, да, мне в целом нравилось, что мы делаем. Вот. Мне кажется, мы делаем классную вещь. То есть она полезна, людям нравится. Она нужна. У нас есть было много свободы, да, как мы ее делаем. То есть мы, скажем, только в своих рамках находились, да, зачастую, и могли... там много творчества. В организации всего этого дела, да, в подходах. Ну и плюс как-то, в общем, все это работало. А вот сейчас хороший вопрос. Хороший вопрос. Не могу ответить пока. Почему ты решил стать врачом? Мы обычно хотим кем-то стать, потому что либо родители, да, либо кто-то, на кого-то смотришь, тебе нравится, человек крутой, кажется. Вот у меня было второе. У меня никого не было врачей. И у меня там был человек, который была врачом, и она мне казалась очень крутой, хотела быть похожей, мне хотелось вот так же. Кто был? Это была моя крестная. А каким она была врачом? Она была детским онкогематологом. Кстати, не хотел стать детским, как ни странно. Я хотел стать просто гематологом. А по факту я стал всем, что делает химиотерапию. То есть это было, я сейчас занимаюсь взрослой гематологией и онкологией, но и детской тоже занимался. Считается, что онкологи – это вообще одни из самых циничных людей, и онкологи в больших федеральных центрах – это вообще люди, которые среди пациентов людей-то не видят. У нас проблемы с эмпатией вообще у врачей, не только у онкологов. Да, проблемы с эмпатией. Просто в онкологии это всегда нужно чуть больше эмпатии, потому что все-таки ты как-то стоишь на пороге смерти. Соглашусь. Ну и получается отсутствие этой эмпатии, да, она в онкологии не то чтобы больше, но более выпуклая. То есть если, условно говоря, там где-нибудь в офтальмологии, да, может быть, и там не эмпатии столько же, но это не так ранит, может быть, людей, да, которые обращаются. А в онкологии просто это... Но они более беззащитны. Они более беззащитны, я бы сказал, более уязвимые ко всему. Да, и поэтому в онкологии это особенно тяжело для людей. Но в целом, да, я соглашусь, что у нас мало эмпатии. Почему? Это как в милицию, да, все, что туда идут, тоже помогать. Родину защищать. Да, то есть я не думаю, что вот там, да, люди, которые идут работать в милицию, такие урожденные злодеи. Но потихонечку, да, когда они попадают в среду, так же, как и врачи, которой надо очень сильно сопротивляться, чтобы относиться к людям как к людям. Подавляющее большинство людей, их сложно в этом упрекнуть. Да, они не готовы всему этому сопротивляться. И вот превращаются. У тебя был момент, когда ты себя поймал на том, что ты себя ведешь как сволочь по отношению к пациентам? Это периодически бывает. Не то, что это был какой-то один момент катарсиса, да, там, и больше он никогда не повторялся, да, но я периодически веду себя по отношению к больным не так, как бы я бы хотел, чтобы другой врач по отношению ко мне себя вел. Мы все периодически и выгораем, мы все периодически теряем энергию, которая нужна, да, эмпатию, и все живые люди, но я не исключение. Ты соучредитель школы онкологии Андрея Павленко. Да. Правильно? Вы с Павленко были друзьями. Как вы подружились? Мы с ним очень близко общались последние, наверное, год его жизни. Не скажу, что мы с ним были друзьями там всю жизнь. Нет, конечно, хотя мы общались и симпатизировали друг другу профессионально и по-человечески. Подружились мы, ты знаешь, наверное, я могу сказать тот момент, когда это произошло. Андрей стал уже очень известным человеком благодаря своему блогу, да, который он вел. Благодаря своему раку и блогу об этом раке. Блогу о раке, о том, как он переживает рак, я бы сказал, да, потому что не так много людей благодаря своему раку становятся все-таки известными. Обычно, наоборот, рак становится известным благодаря человеку. Да, то есть мы знаем, всякие селебрити заболевают раком, и все начинают про него говорить, рак становится популярным. А так, чтобы человек стал известным благодаря раку, это единичный случай. На самом деле, Андрей, кстати, я больше, может быть, и не знаю таких случаев, кстати. Андрей – это единственный, пожалуй, случай. И благодаря блогу, который он вел.
Разговор о школе Павленко в какой момент возник? Как обычно, все случайно. Значит, я был в Питере как раз. И я позвонил как раз Андрею, спросил, как дела по его... Потому что я же вижу в прессе, да, что происходит, что у него как планы в Громадье. Я позвонил, думал, что у нас с ним можно будет попить кофе. Вот, и он сказал, что у него все неважно. У него не получается ничего с фондом, у него не получается ничего с этими проектами. Вот, и он там готов был сдаться и отдать их. А зачем ему был нужен фонд и зачем ему нужна была школа? А он понял, что его, благодаря тому блогу, который он ведет, да, у него есть сейчас огромная возможность по привлечению каких-то ресурсов для того, чтобы сделать то, что он на самом деле никогда, он мечтал, в жизни никогда не мог сделать. Да? То есть он видит, что ординаторы, онкологи, которые получают диплом, не умеют оперировать. Ему нравилось учить молодых врачей. Но он понимал, что это надо делать более масштабно. Все мы понимаем, что по выходу из ординатуры никто ничего не умеет. Мы сейчас выпускаем врачей с дипломами, которые могут официально работать, которые не умеют работать. И Андрей это видел. Естественно, и у него была идея, как их учить, как сделать так, чтобы люди быстрее превращались в хороших хирургов. Тому, чему не учат ординатуры или там неэффективно учат. Потому что люди потом сами набираются, где как получится на работе уже, да, при каких-то наставниках своих. Делать вот эти вот операции, например, учить их, да, для того, чтобы делать эти операции, им нужно давать им самим их делать. А там уже ведь есть научные сотрудники, люди-аспиранты, они все должны стоять вторыми, третьими на этих ассистенциях. Не хватает на всех. А эти аспиранты нужны, потому что есть учебные части, и потому что это вообще научный центр, и потому что там должны выпускаться диссертации, неважно какие. А кто-то одновременно с этим должен носить анализы в лаборатории, потому что таких людей нет. Вот если такие люди должны появиться, это, например, должен быть не медицина, это просто должен быть человек, который пошел работать не в магазин, а в больницу, не медик, да? Вот, и он должен, носить анализы, он должен вводить пациентов, которые плохо ходят, да, там, вводить их на исследования. Он должен заполнять какие-то формы, которые не обязан врач заполнять. И так далее. Сестра должна быть не одна на 50 человек, а 5. Да, просто когда писали норматив 50 лет назад, была одна, а сейчас нужно 5. Когда мы с Андреем встретились, вот как раз мы с ним сидели и думали, что и договорились о том, что мне интересно, например, было бы, да, помочь ему именно со школой. Сколько уже онкологов оперируют? Слушай, у нас сейчас будет первый выпуск, их 6. Это много или мало? Понимаешь, что для Атоса слишком много, а то для Афера слишком мало. На самом деле это много, конечно. Онкологи-хирурги – это штучные люди. Их много быть не может. Больше того, каждый из этих выпускников, его задача не только хорошо оперировать, создать вокруг себя комьюнити. То есть учить, в свою очередь, других. Невозможно всех научить в школе этой. Да? То есть основная история – врачи же учатся друг от друга. Да, по большому счету, институт наставничества, он во всем мире, и у нас тоже другого нету. А во всем мире это просто очень важная часть обучения медицинского. То есть ты увидел, как делается, это англичане говорят, увидел, научился, научил. Андрей верил, что в его случае чудо возможно? Андрей был один из самых трезвых пациентов, трезво относящихся к себе, которых я встречал. Он не верил в то, что он выздоровеет. И он был один из немногих, кто заранее отказался лечить свой рецидив. Очень осознанно и трезво. Почему? Потому что я как врач и как человек, да, я понимаю, что это мне вряд ли много даст, но принесет какой-то дискомфорт, связанный с самим лечением. Капельницы, поездки, там какие-то осложнения, возможно. Ты его уговаривал? Нет. Его уговаривала семья, и он сделал пару курсов для семьи, кстати. Ты сердился на науку, черт его знает, на возможности современной медицины, что вот у тебя появился друг, а ты не можешь его спасти? Нет, не сердился. Почему я должен? Почему, мы живем в 21 веке, мы не можем вылечить человека от рака желудка? Да, не можем. Но много чего, очень чего еще другого не можем. И это не можем. Я не знаю, у меня нет такого, что я там злюсь на науку, на 21 век. Что мы сейчас делаем в 21 веке? Ребята, камон, какой рак желудка? Что мы творим в 21 веке, когда, казалось, мы уже давно все это проходили и поняли, что так нельзя.
что повторять нельзя. А мы повторяем и повторяем. Это, самое главное, от нас зависит. Да? То есть есть какие-то вещи, которые от нас не зависят. Например, рак появился не благодаря нам. Вот. Но мы сами что творим-то? Вот, то, что могли бы не делать в 21 веке. Ты прощался с Андреем? Да. Это тоже было осознанное прощание, где люди понимают, что они больше никогда не увидятся. Да. Почему важно прощаться? Ну, потому что, когда ты прощаешься, это, во-первых, вот, когда ты это понимаешь, прощаешь с человеком, он понимает. Не все люди понимают с той стороны. То есть ты прощаешься, ты можешь понимать, с той стороны человек может не понимать. Он может не принимать, он может отказываться это принимать. Но если он понимает, принимает, да, то второй такой встречи, конечно, нет. Да, потому что это тот уровень не близости, может быть, близости, да, который, конечно же, не повторим ни при каких других обстоятельствах. Это сложно очень так вот разложить словами, но это в ощущениях. Ты веришь в то, что Андрей видит школу своего имени, которую вы с его товарищами создаете и создали? Хороший вопрос. Я не знаю. Я вот не знаю, когда меня спрашивают, что там видят, что не видят, я не знаю, видят или не видят. Я могу только надеяться, что мы делаем ту вещь, которую он думал, что правильно делать. Что будет с выпускниками школы Павленко? Нет у тебя ощущения, что вот вы учите, готовите, выпускаете врачей, которые непонятно, что будут непонятно в какой стране делать? У нас выпускной был в субботу, позавчера. Это был наш первый выпуск школы Павленко. Он прошел вот на фоне того, что у нас есть. Все ребята трудоустроены. Мы ими действительно гордимся. Они стали шикарными хирургами. И у нас новый класс, новый набор. Несколько новых наборов. И я думаю, что к моменту, когда весь этот ужас рухнет, они как раз станут востребованными опытными врачами, многие из которых сейчас уехали. Несколько лет назад ты принял одно из ключевых решений в своей жизни. Ты стал получать лицензию пилота. Так. Мы должны были встречаться в мирное время с тобой на аэродроме, но сейчас по разным причинам это стало больше невозможно. Зачем ты решил стать летчиком? Тебе что, мало того, что ты онколог? Это, как и многие вещи, у меня получилось случайно. Вот, мы как раз летели с Павленко на конференцию. Мои друзья обсуждали, не врачи, а соседи вот тут. Значит, обсуждали вообще идею получить лицензию пилота. Да, ну так, это очень вяло обсуждали в чатике. Вот. И, значит, я случайно в самолете встретил своего коллегу, приятеля Кирилла Петрова. Вот, он подсмотрел в мой чат, сказал, что он там мечтает об этом уже много лет. И уже, значит, через месяц был план, что для этого надо сделать. То есть я вот всю эту компашку создал, и я думаю, чего я-то? Я-то что? Ну, я тоже хочу тогда. Ну и все. Что ты почувствовал, когда ты сел впервые за штурвал? Ой, это очень страшно. Это очень страшно. То есть не вот этот адреналин, свобода, кайф? Адреналин, свобода, кайф. Адреналин, конечно, это же гормон страха. Вот, ну, конечно. И это полное выдавливание себе из зоны комфорта вообще. Это не только то, что ты учишься летать, там же надо готовиться, теории огромное количество, техники для того, чтобы сдать все эти экзамены. То есть это огромный такой вызов там и, скажем так, интеллектуальный и вообще... Потому что человек же не должен летать, да, по воздуху, он не приспособлен для этого. И у него все его органы чувств и все остальное, да, они не предназначены для этого. То есть это, такая штука, которая сама нехорошо получается. Сколько обычно по времени это занимает? Обучение? Слушай, реально, если ты способный, не как я, да, то где-то за 6 недель, если прям вот этим заниматься, вот с нуля, как мы, да, никогда не сидел там в кабине пилота, научиться, да, получить. А сколько стоит? Я никогда там полную калькуляцию не составлял, но мне кажется, там $10 за $10 там можно сделать.
Это правда, что в прошлом году, когда ты завершал курс этого пилота, тебе нужно было полететь с западного на восточное побережье, да, Америки? Что ты вот этот свой полет посвятил Алене Мешковой, которая в этот момент уходила из жизни здесь, в Москве? Не будем прям так говорить, было по-другому. Когда ты учишься, да, у тебя дальше всегда возникает вопрос, дальше я что буду с этим делать? Что буду с этим делать? Да, ну хорошо, я получить права, а дальше-то что? Да, то есть понятно, когда дальше у тебя трек, ты там учишься с частного на коммерческого, там дальше ты идешь в авиалинии, да, и работаешь. Вот это прям путь понятный, прозрачный. Вот. Когда нет, когда ты не хочешь этого делать, да, у тебя, как ребят наши инструктора говорили, у самолета должна быть миссия. А вот что дальше с этим будет? Вот. И я чуть никак эту миссию не придумал. Ну, думаю, хорошо, ну буду я иногда летать, значит, здесь для своего удовольствия, да, там, ну, поеду я там у нас с ребятами на конференцию куда-то по России на нем, да, по приколу. Вот. Но когда, да, Алена тогда умирала, и мы с ней разговаривали частенечко, я вот придумал такую миссию, она еще пока не реализована, да, что можно на этом самолете там катать этих наших детей, да, просто... С фонда Хабенского? С фонда Хабенского, да, или с какого-то другого фонда, потому что для пацанов особенно это вообще ж кайф. Больше того, я когда занимался тем, ну, в медицине, да, в детской онкологии раз занимался тем, чем занимается фонд Хабенского, да, то есть именно лечением опухолей детей с опухолью мозга. Вот. И да, в общем, я думаю, что как я буду немножко чувствовать себя поувереннее, можно это делать. Ты один из первых врачей в российской тоже онкологии, кто стал сотрудничать с большим количеством благотворительных фондов. Как это произошло? Почему меня там стали немножечко люди знать в достаточно молодом возрасте? Потому что мне там не боялся объяснять людям, которых не надо лечить, что их не надо лечить. Вот. Ну, а потом мы занимались там определенной областью медицины, да, вот не то, что прям единственные, но не так много кто занимался. Ну и через это тоже. Ну и потом еще с чем-то к тебе обращаются, и ты вроде как не посылаешь, да, а, значит, что-то делаешь, и вроде как получается, люди начинают, вот это все как передается каким-то там путем, вот, и люди начинают дальше там обращаться, и ты, и что-то, да, и, в общем, я тоже в долгу не оставался, у меня под столом там 1050 евро коробка с лекарствами всегда лежала от фондов, потому что, значит, допустим, когда что-то не закупалось, надо было что-то делать, вот, соответственно, ты общаешься с фондами, ну, попроси у них это, попроси у них то, а там тебе начинают тоже помогать, вот, потом к тебе начинают ходить врачи в эту коробку, что-то брать, детей лечить. То есть ты в онкоцентре работаешь, у тебя под столом стоит коробка на 50 тысяч евро с лекарствами? Да. А почему тебе государство не покупает эти лекарства? А ему зачем? Ну, это же его граждане. А ему зачем? Ну и что? Ну, это же государство. Государство, особенно наше, это про распределение ресурса. У него нету задачи, чтобы там дети хорошо лечились. Ну, вот. Ему надо, чтобы все тихенько было. Вот, спокойно, по возможности. Скорая помощь, если не доит, это проблема. Или если больницу закроют в каком-нибудь городе, где она не нужна, это проблема. Как же так? Вот, а если какому-то ребенку в каком-нибудь центре не хватит какого-то лекарства, его голос тонкий, никто не услышит. Вот. Ну, а зачем фонды тогда существуют? Да, вот чтобы они все... Вот это же наши фонды, они же сильно отличаются от фондов там где-нибудь в экономически развитых странах. То есть там в основном дают на науку, а у нас там памперсы покупают, лекарства, бинты, там, катетеры. То есть закрывают вещи, которые государство стойко, хронически не выполняет свои. Достаточно простые обязательства, там ничего сложного. Вот. Ты дружил с Аленой Мешковой, которая была директором фонда Хабенского. Ты дружил до того, как она заболела раком. В тот момент, когда ты узнал диагноз, ты понимал, что это конечная история? Да. Ты не надеялся на чудо? Вот у нас в онкологии есть даже статьи на тему работы с надеждой. Не нужно надеяться на что-то, что не произойдет. Например, человека нельзя вылечить, ты не можешь надеяться на то, что ты его вылечишь, потому что это невозможно сделать. Но ты можешь надеяться на то, что он сможет максимально долго вести нормальный образ жизни, на то, что ему не будет больно, на то, что он будет уходить по-человечески, на то, что тебе удастся справиться с симптомами. Да? То есть вот твоя задача нереалистичную надежду, как врача, если неизлечимая болезнь человека, перевести в реалистичную надежду и надеяться на нее. А когда мне говорят про чудо, чудо спрашивают люди, а вот у вас были чудеса? Были.
Но на то оно и чудо, что я как бы не могу ни объяснить, ни чем-то приблизить, ни отдалить. И оно совершается, как я всегда говорю, совершенно вне зависимости от моих действий каких-то. На то оно и чудо. На то, чтобы оно было редко, и ты не понимаешь, почему оно произошло, и ты никак не связываешь свои действия с тем, что оно случилось. Твои отношения с Аленкой изменились за время болезни? Конечно. Конечно, это меняется. То есть, мы с Аленой общались чаще всего по делам ее фонда, фонда Хабенском. У нас было очень смешное такое общение. Я у них в экспертном совете, когда они его собирали, они приглашали меня. А я давно уже 10 лет не занимаюсь детской онкологией, да, и я говорю: Алина, а зачем я там нужен? Сначала звонили сотрудники. Я говорил: я не смогу, у меня дела. Потому что я не понимаю, что я там делаю, да, я не занимаюсь детской онкологией. Потом звонит, происходит эскалация. Звонит кто-то постарше. Я говорю: меня не будет, я там что-то. Потом звонит Алена. Я говорю: что ты хочешь от меня? Зачем я там нужен? Вот. Она говорит: приходи, нам нужен здравый смысл. Что-то такое. Вот. Я там, был представитель, не знаю почему, был там у них представитель от здравого смысла в совете. Может быть, потому что мне ничего не хотелось, потому что зачастую в экспертный совет ходят люди, которые что-то просят от фонда. Что, с моей точки зрения, кстати, совершенно неправильно. То, что это конфликт интересов. Да? Не можешь ходить в экспертный совет, который, дает рекомендации фонду на что тратить деньги, например. И одновременно с этим ты что-то у него тоже просишь. Специалистов-то мало. Понимаешь, поэтому я очень не люблю эту часть наших фондов. Но неважно. В общем, да, конечно, изменились, потому что если у нас были отношения, связанные с самоработой фонда или той областью, которой фонд занимался, да, то после того, как она заболела, осталось спрашивать моего совета медицинского и человеческого, как и быть, что делать, но это совершенно другой уровень отношений. Это же страшно, да, если ты врач и друг одновременно. То есть ты понимаешь цену этим советам и невозможность этими советами по большому счету ничего исправить. Почему невозможно что-то исправить? Ты можешь ими что-то исправить, конечно же. Страшно, сложно. Не страшно, но сложно. Это, конечно, сложно. Какой был самый сложный момент? Самый сложный момент был, когда я с ней виделся последний раз, я точно знал, что я не увижу больше. Мы с ней общались в хосписе. И мы оба знали, что мы больше не увидимся. И мы потом общались, естественно, там по телефону и там в WhatsApp, но было четко понятно, что мы не увидимся больше. И ты все равно уехал? Да. Это было тяжелое решение? Ты знаешь, есть большая разница все-таки между человеком, который общается даже близко, да, но не ухаживает, да, и между человеком, который ухаживает. Я все-таки был не ухаживающим человеком, никогда не был им. Эти, скажем так, последние встречи в этой ситуации, наверное, не так важно, может быть, да, сколько их будет, там, не знаю, каждые 5 минут, или один раз, и через неделю, там, условно говоря, человека нету, да, сколько наполнения этого. Что чувствует онколог, который не может спасти пациента, который для него не просто пациент? Ты чувствуешь для себя, да, более привязанным к этому человеку. Да, и для тебя, помимо медицинской истории, да, тут гораздо больше человеческого. Но мы стараемся, и, кстати, с Аленой так тоже было, мы стараемся не лечить близких людей. Потому что это может повлиять на твои решения. Ты не должен быть привязан по-человечески к пациенту. Сейчас пойми меня правильно. Не просто, конечно, ты не должен его рассматривать там, как тело, да, там, или как диагноз, или как там, не знаю, поджелудочная железа, да. Это, безусловно, человек, и ты к нему относишься как к человеку, конечно же. И называешь его по имени, и пишешь про него, да, там не в 10-м лице, как у нас принято. Про любого человека. Про любого человека, да. Но когда это друг, да, или когда это родственник, да, ты совершенно по-другому с ним связан, и это мешает
правильному принятию решения зачастую. Хотя тут интересно, да, то есть ты, с одной стороны, как вот в английском языке, у нас, наверное, правильное слово ухаживающий, да? Просто немножко так звучит. Вот, но по-английски это кто? Caregiver, заботящийся, да, там, может быть, ухаживающий. То есть это человек, это не обязательно, кстати, родственник, это может быть друг, коллега, там, так, человек, который разделяет, да, то есть для кого это пациент, это его какой-то близкий, да, и у него с ним другой уровень связи. Он участвует в принятии решения тоже. Но ты не можешь одновременно участвовать. Можешь, но это не очень хорошо, да, когда ты одновременно участвуешь и как врач, и вот как этот ухаживающий. Это снижает качество решений. Но именно ты был тем человеком, который сказал Алене, что лечение дальше невозможно. Да, но это не делает меня ее врачом, тем не менее. Да, то есть, Но врач... это делает тебя человеком, который принял решение это сказать. Да. Это одно из многих-многих решений, которые в треке болезни у человека, да, в его пути принимаются. Да, то есть, когда ты говоришь «ты мой врач», да, это означает, что я человек, к которому ты чаще всего обращаешься, значит, который принимает основные решения, да, в процессе терапии. Это не был я у Алены. Я скорее был как вот поддержка, ну и да, там, как ты говоришь, да, там часть решений, часть каких-то вещей там я делал для нее, потому что, ну вот, как-то они были в дефиците для нее в тот момент. Почему в России так не принято говорить человеку, что все, больше мы не будем лечиться, больше нельзя? Первое, потому что, как правильно сказал, принято или не принято. Да? Очень многие вещи не приняты, потому что они не приняты. Да? Понимаешь, как это? Я дерусь, потому что дерусь. Вот, но не принято. Потому что мы же, когда учимся быть врачами, любым другим специалистом, да, мы в какой-то среде учимся. И вот в этой среде мы учимся, это не принято. Мы это дальше продолжаем у себя. Ну, у нас было не принято, дальше не принято. Мы будем учить, что это не принято. Вот, это первый ответ. Второй ответ, потому что не умеем. Потому что этому надо учить. Коммуникации надо учить. Не знаем, как сказать. Страшно. Человек... Ну, дальше начинается вот эти вот самооправдания, да. Я, кстати говоря, с большим количеством людей, работающих в благотворительности, именно так познакомился, когда работал в онкоцентре, как так получилось, что я мог это говорить как раз с родителям. Наш ребенок умирает. А это какой-то специальный скилл, тебя этому учили? Или просто это зависит от того, какой у тебя темперамент? Слушай, на тот момент не учили, потом учили. Потом я учился там, читал, там, ходил на курсы Кани Сонькиной, который уехал, к сожалению, но, слава богу, продолжает эти курсы. Когда я начинал, да, мне было мало, мне 30 еще не было, когда начинал вот это вот все эти разговоры с ними. Просто у меня появляется, как ты понимаешь, да, у тебя появляется пациент, ты понимаешь, что ты можешь его дальше лечить, и ему будет от этого хуже, чем если ты не будешь, и он спокойно умрет. Или, например, как у нас было опять-таки принято, да, было принято в выписке писать. Вот человек умирает, ты ему говоришь, все, иди лечись по месту жительства. Это такой эфемизм всегда был того, что лечение невозможно. И даже какие-то таблетки писал. Да ты что? Конечно, да. То есть какие-то таблетки, которые есть такая химия, да, то ее можно впить таблетку. Вот иди домой, выпей эти таблетки, да, ты отправлял человека таким образом умирать, не сказав ему, что он умирает. И вот это было принято. Вот, а мне что-то как некомфортно с этим было. Некомфортно. Опять-таки, я не говорю, что всегда было некомфортно. Я тоже так делал, как и все, да, естественно. Но потом как стало некомфортно. И я стал там с ними разговаривать, что вообще, да, это написал, но вообще-то не надо. Вот потому что лучше пусть он будет дома. Дальше у тебя возникает вопрос, который ты можешь, кстати, не решать, если ты не говоришь этого, да, а тебя спрашивают, а как дома? А что делать дома? А вот если больно? А вот если что-то случится, да? И дальше ты вынужден на это отвечать. А действительно, а что дальше? Потому что человек будет как-то, в общем, умирать неспокойно, да? Хоспис. Слово. Где этот? Мы никогда не отправили никого в хоспис, да, значит, надо найти телефон, они же взрослые только, да, они же детей не берут, на детских нет, а что делать, да, все равно надо спросить, вдруг они знают, да, вот это, скажем так, условно говоря, когда ты открываешь эту дверку, да, чтобы с людьми честно это разговаривать, на тебя обрушивается дикое количество другой логистики, да, потому что люди начинают у тебя спрашивать. Потом, когда выясняется, что ты с ними об этом разговариваешь, а потом ты начинаешь, если ты идешь по этому пути, начинаешь там какие-то советы давать, что делать, вот, значит, это все выходит за пределы там этого отделения, да, и дальше тебе с такой просьбой, я помню, мне в «Подари жизнь» звонили там много раз, говорят, слушай, значит, вот этот человек, ему уже лечить больше нечем, ему
Можешь с ним поговорить вот об этом? Можешь поговорить, что не надо лечиться, не надо в Израиль, там, не надо в Германию, не надо там еще куда-то, да, надо просто вот оставить в покое. Ну это же страшно, понимаешь, ты в этот момент лишаешь человека надежды на чудо. Есть какая-то технология, как этот разговор проводить? Да, конечно, есть технология, но тогда, когда я начинал, я говорю, технология, я не знал, какая технология. А какая технология? Сначала это очень страшно, как с самолетом. Вот как самолет, когда ты это делаешь первые несколько раз, очень страшно. Да, страшно, что будут плакать. Страшно, что... Ну будут же. Не всегда, во-первых. Во-вторых, ну даже если будут, то, ну, то есть, да, но это нормально. Да, когда человек плачет, когда ему говорят, что его ребенок умрет, это нормально. Да? Ну ненормально, что ребенок умирает. Ты знаешь, это такой вопрос. Я, может быть, такую вещь скажу странную для очень многих. Это нормально. Да, нельзя, как сказать, нельзя отменить то, что происходит тысячелетиями. Всегда умирали дети. Нигде. Почему? Кто сказал, что когда умирают дети, да, это ненормально? Ну, если они тысячелетиями умирали. Да, больше того, если мы там немножечко откатим этот мир назад, когда не было такой хорошей медицины, как сейчас, да, там, когда не есть, вот, то у людей рождалось, не знаю, 6 человек, выживало 2. Да, и это было вообще в порядке вещей. Тогда люди на лошади ездили. 21 век, ты врач, и Да. по идее твоя работа сделать так, чтобы из твоих пациентов никто не умер. Нет, это не у меня, нет такой работы у меня. Вот это очень важно. У меня нет такой работы. У меня есть работа, да, когда ко мне приходит человек больной, да, продлить его жизнь, никогда не сделать, чтобы он не умер. Он хорошо, если это ребенок, он вырастет, он умрет. То есть у меня есть задача, еще, как я тебе говорил уже, продлить его жизнь и сделать ее лучше. Все. То есть смерть пациента ты не воспринимаешь как профессиональная фиаско? Нет, конечно, нет. Так всегда было или только сейчас к тебе это пришло? Слушай, ну я же вообще попал в медицину, значит, с отделения лечения лейкозов. Ну как можно воспринимать фиаско, профессиональное фиаско, что не вылечил человека от лейкоза взрослого, когда ты точно знаешь, что 70% из них на тот момент умрут? Ну 30-то выживут. Ну 30 выживут. Ты должен верить в 30? В смысле верить? Я должен сделать так, чтобы это было не 10, а 30. То есть качество моей работы, да, будет как оценится, что если это в лучших практиках 30, то у меня будет 30, ну или 29. А 35? Я сказал, в лучших практиках. Ну, всегда есть амбиция стать самой лучшей из лучших. А ты понимаешь, вот амбиции в медицине, такие вот, да, фиаско от смерти, это все не амбиции, это тщеславие, это разные вещи. То есть, когда у тебя 35, а не 30, как у всех, а у нас... И ты очень хорошая сейчас вещь сказала, интересно, потому что у нас зачастую, у наших там детских онкологов, да, насколько я это помню тогда, да, когда за этим следил, результаты были лучше, чем в Германии, там и в Америке, да, вот именно у них. Вот. А дальше возникает вопрос, а может быть, ты отобрал этих людей так, что ты смог сделать 35? И это происходит, да, когда у тебя федеральный центр, да, там у тебя в свете фар отбирают самого здорового, на котором можно сделать в научном интересе какую-то, да, операцию, да, значит, и он попадает там в твой научный интерес, а тот, который не попадает, что с ним? Что он получается? Сам дурак? Не тем заболел, неправильно, недостаточно здоровый, да, и вот таким образом ты можешь себе сделать результаты лучше. То есть, когда ты стремишься, да, то есть тщеславие в медицине – это первый враг, ну, в принципе, везде, в медицине особенно. 10 лет назад ты ушел из государственной медицины в частную. С чем это решение было связано? Все мои решения профессиональные, как правило, были связаны с любопытством. Когда я уходил из онкоцентра, тогда не было, по сути, частной онкологии не было. Ну, то есть она была в каком виде? Там, посмотреть родинку, испугаться отправить к онкологу в диспансер, да? Ну, вот онкологи там потрогать грудь и решить, что там что-то не так, и опять куда-то отправить, да? Тогда начала потихонечку появляться настоящая частная онкология, да, где можно было диагностировать, лечить и так далее. Вот, ее очень сильно боялись. Очень сильно боялись, потому что вдруг пациент умрет, это же частная клиника, суды, деньги, вот это все. Вот, и вот как-то тогда случилось несколько событий, вот как-то обычно бывает, знаешь, не одно что-то, а вот много разного. И у меня появилась возможность работать в EMC, абсолютно с нуля, создавать онкологическую службу вместе с
моей коллегой Юлией, которая приехала из Америки, знала, как это круто можно делать, которая там училась. Вот. И мне показалось работать с ней очень интересно. И еще плюс владельцы EMC и главврач Леонид Михайлович Печатников, которые тогда, они как-то вот приняли такое мужественное решение. А давайте попробуем. Мне это показалось очень интересным проектом, и я до сих пор счастлив в том, что я приложил к этому руку. И, кстати, это до сих пор работает. Когда создавалась первая частная EMC, там же работали врачи из госклиник, в том числе. Ну, и да. некоторые совмещали. Да, у нас все врачи из госклиник. У нас же, как сказать, никто с Луны не свалился. Да, но было ли то, что вот в EMC человек ведет себя как душечка, а потом приходит в свою больницу и ведет себя как российский онколог? Слушай, мы это обсуждали позавчера с одной моей коллегой. Как раз. Какая была история? Значит, доктор один. Мне нужно было понять, отправить к нему пациента или нет. Скажем так, она мне его посоветовала, для того, чтобы отправить на своего пациента на операцию. И я говорю, слушай, подожди, ну нет, да, там у меня от него были пациенты, несколько, да, и я был немножко в ужасе того, что я увидел в выписках. Вот, и я не хочу. Она говорит, ты не понимаешь, значит, все по-другому. Он вообще великолепный хирург. Он отлично коммуницирует с пациентами. Но когда они к нему приходят в федеральный центр X, он их просто даже не видит. Вот они у него сидят в коридоре. 15 человек, половина этих операций, которые ты видел, это вообще не он оперировал, он просто подписался, потому что там так принято. Вот. И вообще он их видит на операционном столе первый раз. Естественно, как он может с ними поговорить, когда они уже в наркозе? А когда он приходит в частную клинику, и у него есть время, кабинет, ассистент, и вот это все остальное, это совершенно другое дело. И я ей охотно верю. Потому что другой вопрос, ты меня спрашиваешь, а что же он тогда делает в государственной клинике? Ну, слушай, тут на самом деле для большинства людей очень сложно, так сказать, от вот этого вот государственного имени, да, отольнуть. Потому что это корпорация, защищенность, принадлежность к касте, принадлежность к стае, да. Это очень сложно быть вне ее. На самом деле, для большинства врачей, которые воспитаны вот как у нас. То есть, получается, у тех людей, у которых нет денег на его прием в частной клинике, нет шанса столкнуться с какой-то человекоориентированной, я очень не люблю это слово, но хорошо, повернутой к человеку медицины. Да. Кто в этом виноват? Слушай, я тебе не назову. Я думаю, во-первых, все мы. Потому что медицина – это политика. Вот это очень четко для себя нужно понимать. Понимаешь, медицина – это такая базовая вещь в обществе, о которой надо договариваться. Да? То есть, когда ты выбираешь себе политиков, да, там у них есть давно забытое слово «программа». Тебе говорят, да, вот если ты нас выберешь, да, то мы сделаем то-то, то-то и то-то, обещать что-то там тебе. Вот. И дальше общество уже само вот таким образом решает. Вот оно хочет бюджетную систему, как в Советском Союзе и в Великобритании, когда у всех одинаково плохая медицина сейчас, ну, я немножко шучу, конечно, неплохая английская медицина, но там есть определенные эти проблемы бюджетные, да, долгие очереди, там можно сидеть в приемном отделении с оторванной ногой 6 часов, там, и никто не подойдет и так далее, да. Или есть у тебя супердорогая там частная медицина, как в Америке, ну, которая стоит диких денег, на которую тебе надо будет платить. Да, и вот через вот этот процесс нормальной политической жизни общество, оно само себе придумывает, какая у него будет медицина. Вот. А у нас это вот кто виноват, как переделать все так, да, не советуюсь с людьми через вот эти известные процедуры. Вот как им причинить добро получше? Вот что им поставить? Там протонную пушку какую-нибудь? Или загнать всех на диспансеризацию? И вот мы, значит, за людей все вот это думаем, как же вот им получше причинить. Это неправильно. Люди должны сами сказать, что они хотят, и нести за это потом ответственность. Ты православный христианин. Да? В какой момент ты пришел к Богу? Ну, я думаю, что сейчас большинство людей, да, как раз приходят к этому, когда их мир как-то ощутимо падает. Вот. У меня, наверное, скажем, запрос, да, на религиозность, он случился, когда папа заболел раком.
Вот. То есть, когда для тебя что-то происходит вот такое плохо переносимое, да, ты начинаешь, конечно, вот копаться в том, а что вообще с этим делать, почему это все, да, ну вот такие вещи. И когда это происходит, ну, люди приходят часто к чему-то. Это не обязательно там, религия, да, там это, ну, это могут быть какие-то другие, скажем, концепции. Ты уже был онкологом? Нет, я учился в институте медицинском. Я не знал, что я буду онкологом. И это не повлияло, на самом деле. Вот некоторые, может быть, это повлияло на тебя, что ты стал онкологом. Нет, это не повлияло. Но это повлияло на тебя, что ты пришел к Богу. Но в этот момент обычно люди обращают к Богу гневные речи. Почему ты не можешь спасти? Где ты, когда человек умирает? Ну, есть огромный спектр эмоций у людей, которые они предъявляют Богу, да. В том числе и это. А ты предъявлял? Этого у меня не было, нет. Нет, у меня нет. А что было? Лично у меня не было. Как это можно перенести, пережить? Ну, у меня не было поддержки какой-то другой. Для меня там отношения с отцом были очень важными. Ну, и один из людей, да, без которых ты не представлял, что вообще, как дальше. Вот. И в этом смысле мне нужна была, очевидно, да, какая-то поддержка, и вот я так ее нашел. Ну, видимо, я так думаю. Ты веришь в жизнь после смерти? Да. На каком основании? Ну, это же религиозное, это же не научное. Соответственно, как ты спрашиваешь меня, на каком основании? Верующий врач, это, знаешь, такой редкий случай. Ну, не думаю. Не думаю. Когда тебе человек говорит, я видел, как работает сердце. Бога нет. Ну, это как раз отличный, на самом деле, пример того, да, с чем мы сталкиваемся, когда мы ходим к врачу. Один врач говорит, надо А, другой говорит, не надо А, надо Б. Ну, вот этот говорит, что я видел, как работает сердце, Бога нет, а другой скажет, например, что сердце – это шикарный пример доказательства существования Бога. Сделай сердце. Что после смерти? Ой, посмотрим. Нет, ну то, во что ты веришь. Христиане, к которым я прислушиваюсь, считают, что рай – это богообщение, а ад – это богооставленность. Это не картинка. Хорошо. Ну просто в силу, опять же, твоей профессии, ты знаешь гораздо больше людей, которые уже не здесь. И чувствуешь ли ты с ними связь, и понимаешь ли ты, веришь ли ты в то, что они ушли не навсегда? Да, конечно, я верю, что они ушли не навсегда. Мне кажется, это не имеет отношения к медицине. Это вообще в целом к любому человеку относимо. У тебя 4 дочки. Ты хороший отец. Да, не очень, я думаю. А что значит быть хорошим отцом 4 девочкам? Это мы у них спросим. Время придет. Ну ты кем хочешь быть для них? Кем ты хочешь остаться в их памяти? Что ты хочешь для них значить? Хочу быть правильной поддержкой для них. Хочу попробовать не мешать им как-то с одной стороны, мешать им как-то найти правильно себя или находить, потому что этот процесс, мне кажется, он постоянный. То есть он меняется с течением времени. Что-то есть, и что-то потом, это не всегда одно и то же. Но с другой стороны, да, хочется, чтобы они делали какие-то, может быть, чтобы у них была какая-то обратная связь, да, для того, чтобы делать только поправимые глупости. Как-то сохранять обратную связь хотелось бы мне с ними. Достаточно, максимально долго. То, что Россия стала инициатором войны, повлияло ли на твое представление о будущем твоих детей? То есть вот сейчас вы в каком состоянии находитесь? Почему вы в России? Почему вы не уехали? Собираетесь ли вы уехать? Слушай, это вопрос постоянных дискуссий. Ты знаешь, я думаю, что это, скорее всего, трагедия как раз самая большая для нас,
то есть для 35-45, чем для них. Да, потому что вот я помню себя, но мне было, когда, сколько нам было, там, ну, условно говоря, там лет 10, да, когда развалился Советский Союз, на самом деле не менее, мне кажется, ну, нет, менее, война всегда хуже всего. Но в целом тоже были очень страшные события, огромное количество людей обнищало, были те самые лихие, да, и так далее. Вот, и для поколения наших родителей, для многих, это был прям крах, да, всех их. Вот, но я сейчас, и большинство, мне кажется, мы не... Ну, у кого было более-менее дома все в порядке, да, для этих детей, да, они не помнят это как какое-то страшное время. Наверное, это связано с тем, как у кого было дома. Вот. Но я думаю, что для вот нынешних детей, которые сейчас, да, для них это тоже будет чем-то вот достаточно далеким прошлым, которое они не пережили... вот, как трагедию, как мы это переживаем, ну, как я это переживаю, да, вот. Ну, хотя, конечно, безусловно, то, как им сейчас будут про это рассказывать, начиная с 1 сентября, да, понятно, что будут учителя, которые будут ограждать детей от этого, но все равно вот эта вот общая культура, да, которая будет и в других семьях многих, и в школе и так далее, да, для меня совершенно, конечно, неприемлемо, чтобы они были в этой среде. Ты рассказываешь? Да, мы с ними, конечно, разговариваем, конечно. А что ты говоришь? Ну, у них нет такого вот сложного запроса, да, вот, они там иногда интересуются, а когда это все закончится. А что происходит? А как там дети живут? А кто начал? А почему вообще? Зачем они это сделали? Да, а что надо делать, чтобы это все прекратилось? Ну, какие-то достаточно простые, с другой стороны, очень непростые вопросы. Да? Ты врешь или говоришь правду? Как я думаю, я говорю правду. Потому что у меня самое сложное им объяснить, почему мне стыдно. Что они говорят, ну это же не ты же не начинала, ты была против. Они не спрашивают, почему мне стыдно. То есть ты им говоришь, что тебе стыдно, а тебе спрашивают, почему стыдно. На самом деле это очень сложный вопрос. Как, да, почему должно быть стыдно, и должно ли быть стыдно, да? Действительно, если ты не участвовала. Мне стыдно, что я им отдаю этот мир там как-то не в том состоянии, в котором я хотела бы это сделать. Ну вот опять, понимаешь, надо же осознавать ограниченность своих возможностей. Мы же люди с ограниченными возможностями. Да, то есть что-то ты можешь, что-то ты не можешь. Онкология – лучший способ выучить это на всю жизнь. Ты можешь заплатить все деньги мира и не вылечить маленького, излечимого ребенка какого-нибудь, которого, в принципе, вполне можно было вылечить, но что-то пошло не так. В лучшей клинике мира, самой дорогой и так далее. Да? То есть онкология учит тебя о том, что твои возможности очень ограничены. Вот. И я не говорю им, что мне стыдно. Я даже не уверен, что мне стыдно, надо тебе сказать. Вот. Но я могу вполне объяснить, почему я там очень расстроен, да, и почему там я считаю это трагедией, да, там, для всех нас. И их тоже. Да. Их, может быть, в меньшей степени, но для нас, для нашего возраста точно. Что в тебе изменилось после того, как ты живешь с 2016 года в этом доме, здесь, на отшибе? Слушай, жизнь моя, наверное, стала сложнее. Так, как-то связано с тем, что ты живешь за городом? До этого у меня такого не было, да. До этого я жил там в Москве в квартирах, там, да, и все было нормально. Сейчас я там готов, как ты говоришь, тратить 4 часа, хотя на самом деле меньше. Вот, для того, чтобы оттуда выколупаться в любое время. И чтобы не случилось завтра. Например, там в 5 вставать, да, время 11, и я в городе. Нет, я все равно сюда приеду. Интересно. Я думаю, ты скажешь, я стал спокойнее, я стал ближе к природе, к земле. К земле? А кто эти все росты выращивает? Хайна. Жена? Фантастика. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Все твои любимые вопросы. Я как-то в каком-то одном из твоих видео так уже забыл, кто-то очень правильно ответил, что типа нельзя из этого выбрать.
кто это был. Списывай, но не точно. Слушай, ну, наверное, да, милосердие все-таки, да. Свобода или стабильность? Нестабильность. Правда или безопасность? Ну, правда, наверное. Родина или истина? Истина, конечно. Как ты себе представляешь идеальную смерть? От рака не очень долго. Ну, я чем занимаюсь, уж кто на что учился, да? Так. От рака не очень долго, не больно, но и не моментально. За время, пока ты работаешь онкологом, процент тех, кого можно спасти, увеличился хотя бы как-то ощутимо? Да? Ты веришь в то, что при твоей жизни рак удастся победить, обороть? Конечно, нет. Это Миш, исключено. ну подари мне надежду. Давай мы научим тебя ее готовить. Давай. Мы про онкологию? Давай надеяться на то, что если нам суждено дожить до рака, то который нас убьет, да, потому что иначе зачем нам говорить о каком-то другом, это неинтересно, да? Вот. А если он был, мы его вылечили. Мы значит, о надежде сейчас говорили. Да, надежда. Соберись. Да, конечно. Ну, просто когда речь идет о надежде, да, то обычно идет речь именно об этом. Вот. То мы пройдем его легко, подадим хороший пример другим и, значит, сделаем так, чтобы все говорили, вот так надо болеть раком. Где мы с тобой встретимся через год? Как было у одного английского писателя нынче популярного, встретимся там, где нет тьмы. Хорошо.